Что такое время? Относительно абстрактное понятие, которое для каждого измеряется по-своему, или абсолютная неизменная величина, на ход которой невозможно повлиять? Есть ли возможность замедлить время, остановить его или даже обернуть вспять? Существуют ли часы, которые тикают во всей Вселенной и задают один единый ритм для всего пространства? Вопрос можно было бы назвать риторическим, если бы мы оказались в каком-то особом едином пространстве. Но каждый из нас живет в своем мире и ощущает ход времени по-разному. В таком случае возникает вопрос, а кто же прав? Чьи часы идут верно, а чьи сломались? Ответ мы попытаемся найти сегодня. И для вас это будет несколько часов перед экраном, а для меня это будет несколько месяцев исследования. И вот я снова перед вами, с новой историей. Это история о заблуждениях и поиске ответов, о вражде и созидании, о любви и ненависти. Это история о человеке, и этим человеком был Альберт Эйнштейн. В истории науки сложно найти имя, которое было бы настолько же известным. Эйнштейна знает даже тот человек, который бесконечно далек от физики. Ведь сейчас это имя и его образ практически приравнены к образу гения. Но помимо всеобщего восхищения, Эйнштейна окружает и огромное количество ненависти. Кто-то считает, что его так называемое открытие – это глубочайшее заблуждение, которое привело человечество в тупик. Для кого-то он просто бездарь, который пришел на все готовенькое, а для кого-то все сводится лишь к его еврейскому происхождению. Вне зависимости от того, какого мнения об этом человеке придерживаетесь лично вы, давайте заново откроем для себя Эйнштейна. Я не буду его восхвалять и рисовать образ белого и пушистого. Я не буду становиться его адвокатом в тех моментах, когда он был неправ. Но также я не буду изображать из себя разоблачителя, низвергающего авторитеты. Я просто хочу рассказать вам, как все было на самом деле, сохраняя объективность и ссылаясь не на домыслы или предрассудки, а на факты. Что из этого получится, скоро узнаем. Меня зовут Дмитрий, и мы ступаем на самую запутанную тропу в истории науки. Альберт Эйнштейн – это самый поздний герой из всех корифеев науки, что я разбирал ранее. В нашем распоряжении огромные архивы документов, писем и фотографий, проливающих свет на обстоятельства его жизни. Но так было не всегда. Полный архив документов Эйнштейна был открыт университетом Принстона лишь в 2006 году. И для многих исследователей жизни знаменитого физика это обернулось новыми, порой неожиданными открытиями. До этого момента целый ряд событий в жизни Эйнштейна был окутан тайной, а о некоторых из них и вовсе стало известно впервые. Разумеется, такой поворот рождает огромное количество конспирологии, начиная от банального «ученые скрывают» до нетривиальных вопросов его отношений с женой и коллегами по науке. Но теперь, когда пути для изучения для нас открыты, мы, наконец, можем во всем разобраться. И перед тем, как окунуться в непростой мир теоретической физики, я хочу представить вам партнера этого выпуска, без которого снять такой фильм было бы невозможно. Всю свою жизнь Альберт Эйнштейн путешествовал, либо в отпуск на отдых, либо в какие-то рабочие поездки, на конференции, семинары и лекции. И каждый раз это сопровождалось суетой с гостиницами или гостевыми домами. Нужно было явиться в отель и по факту прибытия надеяться, что найдется свободная комната. Сейчас мы живем в совсем другое время, и для того, чтобы забронировать квартиру, дом или номер в отеле, достаточно сделать пару кликов в своем телефоне. Для этого есть сервис Суточно.ру, в котором можно выбрать любой из более чем 300 тысяч отелей, гостевых домов и квартир на любой вкус, по всей России и не только. И причем не только в крупных городах типа Москвы, Питера, Сочи или Казани, но и в небольших курортных городах. Сервис предоставляет только проверенные объявления и реальные отзывы настоящих клиентов. А в мобильном приложении с помощью функции «Быстрое бронирование» можно оформить бронь буквально в несколько нажатий.
За каждое бронирование на сервисе вы можете получить кэшбэк, который можно потратить на себя любимого или отсыпать другу. А в мобильном приложении кэшбэк больше, до 30%. Кроме того, по промокоду Astra можно получить еще и 1000 бонусов, что позволит провести летние каникулы еще выгоднее, ведь суточно.ру найдет, где остановиться. Ну а нам пора возвращаться к Эйнштейну, пока без нас там мировой эфир не отменили. Что нужно, чтобы совершить переворот в физике? Нам нужен компас, скрипка и, пожалуй, немного простой человеческой наглости. Можно, конечно, добавить к этому образование и многолетний упорный труд в решении научной задачи, но для начала хватит и этого. Наша история начинается во второй половине XIX века в германской Швабии, в деревушке Бухау. Здесь в 1847 году родился Герман Эйнштейн, отец нашего героя. Он происходил из еврейской семьи купцов и мелких торговцев, которые как минимум 2 столетия скромно жили и работали в деревнях Швабии. С ранних лет Герман проявлял заметную тягу к математике, и родители устроили его учиться в старшую школу в Штутгарте. Однако история лишила нас повести о династии математиков Эйнштейнов. Высшее образование Герман получить не смог в силу того, что большая часть университетов Германии тогда была закрыта для евреев. Искать какую-то альтернативу, типа колледжа или училища, тогда уже возможности не было, так что после школы Герману пришлось вернуться в родную деревню и вместе с родителями заняться торговлей. И в целом дела у них шли неплохо, жили в достатке, но без лишней роскоши. И когда через несколько лет почва под ногами стала достаточно крепкой, семья Эйнштейнов перебралась в куда более перспективный город Ульм, в 30 километрах от Бухау. Там Герман стал партнером по бизнесу своего кузена, занимавшегося изготовлением перин. Но, вопреки расхожему стереотипу о евреях, которые вот прям рождены для торговли, Герман был не самым удачливым бизнесменом. Его характеризовали как дружелюбного и очень мягкого человека, и эта мягкость находила не самое лучшее отражение в финансовых делах. Неудачи в бизнесе будут преследовать его долгие годы, и раз за разом он будет балансировать на грани банкротства. Но в то же самое время эта черта характера сделала из Германа Эйнштейна прекрасного семьянина. Когда ему стукнуло 29 лет, он женился на 18-летней девушке Паулине Кох, также происходившей из еврейской семьи, но сколотившей приличное состояние на торговле зерном. Паулина была, наоборот, тверда характером, остроумна и предприимчива, и такое взаимодополняющее сочетание качеств сделало их прекрасной парой. Они будут счастливы в браке всю свою жизнь. Их первый ребенок родился 14 марта 1879 года. Мальчик появился на свет в пятницу в 11 часов 30 минут. И этим мальчиком был... Авраам Эйнштейн. Да, сначала родители хотели назвать своего сына Авраам, но позже посчитали, что это звучит слишком уж по-еврейски. И в сертификате о рождении вписали чуть более нейтральное имя Альберт. В этот день на свет появился один из самых влиятельных физиков в истории человечества. И этот великий физик, гений своей эпохи, с первых же лет своей жизни проявил заторможенность в развитии. Он долго учился говорить, а служанка, которая работала в семье Эйнштейнов, и вовсе окрестила его тупицей. Даже когда он научился говорить отдельные слова, он сначала как бы произносил их про себя несколько раз, а потом уже говорил вслух. О, да, это одна из любимых историй тех, кто по тем или иным причинам ненавидит Эйнштейна. Отсталость в развитии. Как такой человек мог стать гением, если он вообще с трудом научился говорить? На самом деле, все это одно большое преувеличение. Из сохранившихся свидетельств родственников мы знаем, что в 2 года Альберт уже произносил слова
а в 3 года говорил целыми фразами. Вся эта отсталость и заторможенность выражались лишь в том, что Эйнштейн как следует обдумывал свои слова, прежде чем произнести что-то вслух. И, согласитесь, это не самая худшая черта, особенно для тех, кто сначала говорит, а потом думает. Возможно, некоторую роль в этой, в кавычках, заторможенности сыграло то, что всего через год после рождения Альберта перейный бизнес отца прогорел, и семье Эйнштейнов пришлось перебраться в Мюнхен, где другой родственник, кузен по имени Якоб, открыл электроснабжающую компанию и уговорил Германа стать его бизнес-партнером. В 1880 году Эйнштейны переехали в предместье Мюнхена и поселились в комфортабельном доме с большим садом, где и прошла большая часть детства Альберта. Но в одиночестве он не оставался, и еще через год у него родилась сестра, девочка по имени Мария. На протяжении всей жизни ее будут звать уменьшительным именем Майя, и с ее рождением связана одна забавная история. Пока мать была в положении и маленькому Альберту говорили, что у него скоро появится сестра, ему объясняли, что сестра – это как маленькая игрушка, с которой он сможет играться и радоваться. И вот когда Майя появилась на свет, и 3-летний Альберт впервые увидел ее в кроватке, первое, что он сказал: «Ну и где у этой игрушки колесики?» Забавный детский лепет, скажете вы. Да, именно так. Но это говорит о том, что в 3 года мальчик уже вполне осознанно говорил целыми предложениями. Вот вам и отсталость в развитии речи. Сестра стала самым близким по духу человеком для растущего Альберта. Но, несмотря на то, что все детство он провел в окружении многочисленных двоюродных братьев и сестер, в основном он проводил время в уединении, занимаясь более спокойными делами. В шумной детской компании он предпочитал головоломки и кубики, а в возрасте 5 лет мать, хорошо разбиравшаяся в музыке, организовала ему уроки игры на скрипке. Поначалу он отнесся с раздражением к механической зубрежке музыкальных упражнений. Но со временем занятия скрипкой его по-настоящему увлекли, в особенности, когда он познакомился с сонатами Моцарта. Он нашел в них что-то неуловимо притягивающее, словно гравитация. И действительно, уже много лет спустя он будет отзываться о музыке Моцарта как о чистой красоте, отражавшей в себе гармонию всей Вселенной. Музыка стала для него больше, чем просто развлечение. Она помогала ему думать, собраться с мыслями, когда в голове царил хаос какой-то неразрешенной научной задачи. Он брал в руки скрипку, смычок, касался струн, и Альберт Эйнштейн мгновенно переносился куда-то в глубины Вселенной. И вот, отыскав нужные ему ответы, он словно Архимед из ванной выпрыгивал обратно в реальный мир и с криками «Я понял!» бросался к письменному столу и записывал осенившую его мысль. Но скрипка была лишь мостом к этим мысленным экспериментам. По-настоящему наука заинтересовала маленького Альберта после другого подарка его родителей. Однажды наш 5-летний герой лежал в постели больной, и отец принес ему компас. Ребенок был поражен таинственным движением стрелки, которая без видимого воздействия снова и снова указывала в одном направлении, как бы ни поворачивали компас. Это привело его, как он вспоминал, в невероятное возбуждение, и на протяжении всей жизни он будет вспоминать этот случай много раз. Словно невидимая сила заставляла ее указывать в направлении севера. За внешним хаосом реальности таился какой-то скрытый порядок. Эйнштейну повезло, что его родители были интеллигентные люди, ценившие образование. При этом они были не особо религиозными, и еврейские обычаи считали древними суевериями. И вот в этом Альберту повезло не очень. Когда мальчику исполнилось 6 лет, пришла пора учиться, и родителей совершенно не волновало, что поблизости нет ни одной еврейской школы. Его отправили учиться в ближайшую католическую. Среди 70 учеников он был единственным евреем, и если учителя этому не придавали никакого значения, то среди детей царил абсолютный антисемитизм. Много раз по пути из школы на Альберта нападали, били и оскорбляли.
Все эти унижения и насмешки еще больше отдалили его от людей, и он впервые четко и ясно осознал себя чужаком. Эйнштейн спрашивал сам себя, за что соученики его так ненавидят? Что это значит быть евреем? Подобные размышления толкнули его в сторону иудейской религии, и с огромным душевным трепетом он вникал во все возможные тонкости иудаизма. Он перестал есть свинину и начал питаться по законам кашрута, он соблюдал шаббат и даже сочинил собственный гимн, восхваляющий Бога, который он тихонько напевал, пока брел из школы и слышал оскорбления в свой адрес. Возможно, для кого-то это прозвучало неожиданно. Альберт Эйнштейн в своем историческом образе чаще представляется нам как человек нерелигиозный, а в советской литературе и вовсе изображен атеистом. На самом деле его отношения с верой были очень сложными и продолжали эволюционировать на протяжении всей жизни. Но в том возрасте, когда он впервые столкнулся с антисемитизмом, его близость с религией была сильнее, чем когда-либо после. В общем, когда с начальной школой было покончено и 9-летний Альберт перешел учиться в гимназию в центре Мюнхена, все эти чувства слегка поутихли. Он уже не был единственным евреем в классе, да и в целом среди тамошних учеников было меньше этой национальной и религиозной нетерпимости. Гимназия славилась своим углубленным изучением математики, и понемногу научные вопросы захватывали разум молодого Эйнштейна. Но решающий толчок в сторону науки совершил студент-медик по имени Макс Толмей. Толмей был бедным студентом еврейского происхождения и приходил в дом семьи Эйнштейнов по субботам разделить с ними трапезу. В качестве благодарности за гостеприимство он приносил Альберту единственное, чем был богат в своей студенческой жизни – книги. И таким нехитрым образом он познакомил 9-летнего ребенка с научно-популярными произведениями Аарона Бернштейна. Это были 2 десятка небольших томов по естествознанию, где в доступной форме обсуждались актуальные научные вопросы. И наш маленький герой засел за чтение этих книг, как он потом скажет, не отрываясь, чтобы перевести дыхание. В первую очередь Альберта поразил философский подход Бернштейна к науке как таковой. Он писал, что единство и простота лежат в основе всех концепций. Цель науки состоит в построении теорий, объясняющих и описывающих реальность. То, что Эйнштейн в будущем станет именно физиком-теоретиком, во многом заслуга именно этих книг. Больше всего нашего героя заинтересовали главы, где Бернштейн писал о скорости света. Он описывал эксперименты по измерению этой скорости с подвижными и неподвижными источниками и приходил к выводу, что свет распространяется с абсолютно одной и той же скоростью, вне зависимости от движения. И вот если удастся найти закон, описывающий скорость света, то это будет наиболее общий закон природы. Это в значительной мере повлияло на круг научных интересов Эйнштейна. Если мы представим его путь к теории относительности как условную лестницу в небеса, то книга Бернштейна будет одной из первых ступеней на пути к вершине. Но до нее пока что далеко. Сейчас мы все еще в Мюнхене читаем вместе с Альбертом книги о науке. Следующим трактатом, который принес Толмей, стал учебник евклидовой геометрии, который Эйнштейн будет проходить на уроках в гимназии лишь через 2 года. Мальчик засел за книгу и уже через пару недель мог похвастаться первыми самостоятельно решенными задачами. Поначалу Толмей еще мог кое-как помогать Эйнштейну с решениями, либо комментировать его математические приемы, но уже через несколько месяцев безнадежно от него отстал. Да, следует учесть, что Толмей был медиком, а не математиком, и глубоких знаний по геометрии от него и не требовалось. Но Эйнштейн действительно проявил большое упорство в самостоятельном изучении. Особенно его поразило, что геометрические утверждения, которые кажутся неочевидными или спорными, при наличии доказательства становятся ясными и неоспоримыми. Спустя много лет на одной из своих лекций он скажет: «Если Евклиду не удалось зажечь ваш юношеский энтузиазм, значит вы не рождены быть ученым».
Дальше больше. Когда Альберту исполнилось 13 лет, Толмей принес ему «Критику чистого разума» немецкого философа Иммануила Канта. И эта книга окончательно взорвала мозг юному Эйнштейну. Далеко не каждый взрослый человек может понять работы одного из величайших немецких мыслителей эпохи Просвещения, но Эйнштейну они казались абсолютно ясными. Ну, по крайней мере, так сообщает сам Толмей. Вслед за Кантом Эйнштейн принялся изучать работы Дэвида Юма и Эрнста Маха. Он погрузился в вопросы познаваемости этого мира, и очень быстро это привело к кризису его веры. Пытаясь сопоставить уже складывающуюся в голове научную картину мира и свои религиозные чувства, он понял, что вера не дает ему тех ответов, которые он теперь ищет. Читая научные книги, я вскоре пришел к убеждению, что многие библейские рассказы не могут быть правдивыми. Как следствие, в моей голове возникла вакханалия свободомыслия. Я ощущал, будто нам сознательно подсовывают ложь. И это произвело сокрушительное впечатление. Его отход от веры был радикальным, однако это не было атеизмом. У Эйнштейна возникло отвращение к ортодоксальной религии, иудейской, христианской, к любой. Но при этом он сохранил чувство преклонения перед высшим творением. Для него Бог воплотился в законах природы, а сама Вселенная стала для него отражением божественного замысла. Он перестал верить в образ доброго бога-человека, который сидит где-то там на облаке и решает судьбы людей. Для него Бог стал самой природой. И эта вакханалия свободомыслия, этот бунт против главного авторитета в жизни людей, религии, и определил всю его дальнейшую судьбу. Это воспитало в нем критическое отношение к любым догмам и авторитетам. Причем речь не только о вере. Эта философия просочилась и в его политические взгляды, и в научные занятия. Все детство ему говорили: «Ты не такой, ты неправильный, будь как мы, будь как все остальные». И в один момент внутри него созрел ответ: «Быть может, я нормальный, а это вы все одинаково неправильные». Конечно, в наших глазах такой бунт против системы может выглядеть весьма романтично и, скажем так, по-геройски. Бунтарскость, нонконформизм и прочие модные слова. Но окружающие Альберта такого оптимизма по отношению к этому бунту не испытывали. В первую очередь это сказалось на учебе. Эйнштейн протестовал против механического зазубривания, которое чаще всего сводилось к бездумному повторению одних и тех же действий. Он сравнивал такой подход с муштрой в прусской армии. Студентов словно заставляют маршировать дружным и ровным строем. И не дай Боже, кто-нибудь из них сделает шаг в сторону. Это сломает ровные ряды абсолютно одинаковых оловянных солдатиков науки, безвольных и неспособных придумать что-то свое. Ну и неудивительно, что такие рассуждения очень быстро привели к плохой успеваемости и конфликтам с учителями. Преподаватель по математике как-то заявил: «Высокомерие Эйнштейна делает его присутствие в классе нежелательным». За что? Я ведь молчу и даже никого не оскорбляю. Да, но вы сидите на последнем ряду и самодовольно улыбаетесь. Одним своим присутствием вы оскорбляете мой авторитет перед классом. На фоне таких проблем с учебой в чете Эйнштейнов наметился и семейный кризис. Бизнес отца, который, как мы помним, был не самым успешным предпринимателем, оказался на грани банкротства. И Герману ничего не оставалось, кроме как заложить дом, где жили Эйнштейны. Последним шансом спасти семейное дело был контракт на электрификацию уличных фонарей Мюнхена. Однако и эта последняя ниточка оборвалась, когда контракт ушел в руки еще молодой компании Вернера фон Сименса. В 1895 году фирма отца прогорела, и вся семья Эйнштейнов осталась на улице. Перспектив для бизнеса в Мюнхене не осталось, и Герман вместе с кузеном Якобом решили перебраться в Северную Италию, в Милан. Там, как уверяли партнеры, были все условия для развития небольших фирм, и, недолго думая, Эйнштейны выдвинулись в путь. Все, кроме Альберта. Его оставили в Мюнхене на попечении у родственников, дабы он закончил 3 оставшихся класса учебы и получил аттестат. Но, кажется, у молодого Эйнштейна к тому моменту созрел другой план.
Стоило отцу уехать, как случилось удивительное совпадение. Альберта исключили из школы. Объясняясь перед родителями, он утверждал, что это все из-за того преподавателя, который считал присутствие Эйнштейна оскорбительным. Но своей сестре Майе он рассказал другую версию. Он обратился к Максу Толмею, тому самому, который приносил ему научные книги. Вы же помните, что он был медиком? Так вот, Альберт попросил его написать справочку о том, что Эйнштейн страдает нервным истощением. И, положив эту справку на стол директора школы, сам забрал документы, сел на поезд в Италию и через несколько дней предстал перед своей семьей. Он объявил, что никогда больше не хочет возвращаться не то что в Мюнхен, а вообще в Германию. Возможно, все дело в острых конфликтах с учителями и общей атмосферой в германской системе образования, которые за 6 лет учебы стали невыносимыми для Альберта. Но, вероятно, у всего этого была и другая причина. Дело в том, что по достижении 17-летнего возраста, а это случилось бы через год, ему пришлось бы идти на службу в прусскую армию. А о такой перспективе Альберт думал с ужасом. В тот самый момент, когда для Эйнштейна рухнули авторитеты, у него появилось отвращение и к любым проявлениям стадных инстинктов. Служба в армии для него была самым ярким таким проявлением, и когда по улицам Мюнхена маршировали солдаты, а уличные детишки старались им подражать, Альберт отворачивался и плакал. Позже он объяснит это следующими словами. Если человеку доставляет удовольствие маршировать в ногу под музыку, этого достаточно, чтобы навсегда оттолкнуть его от меня. Это означает лишь, что он получил свой замечательный мозг по ошибке. С самого детства он почувствовал отвращение ко всему военному, в особенности, как тогда говорили, к прусскому милитаризму и зарождающемуся национализму. В нем зрел настоящий пацифизм, но тогда он воспринимал это исключительно как очередной бунт против системы, желание не быть таким, как все. Осознание того, что за чувства клокочут у него внутри, придет лишь позже. В общем, весну и лето 95-го года Эйнштейн провел в Италии, помогая отцу и дяде по бизнесу. Он познакомился с электрооборудованием, получил опыт общения с магнитами, катушками и генераторами. Судя по воспоминаниям дяди Якоба, получалось у него весьма и весьма неплохо. Когда у меня возникли проблемы с расчетами новой электроустановки, мы с моим давним помощником провозились несколько дней, ломая голову над проблемой. И тут пришел этот юнец и за 15 минут расщелкал всю проблему. У Альберта большое будущее. Но становиться преемником семейного бизнеса 16-летний Эйнштейн не собирался. Он решил направиться в Швейцарию и самостоятельно подготовиться к поступлению в политехнический колледж в Цюрихе. Докторскую степень получить там было нельзя, но у политехникума была репутация солидного учебного заведения в области точных наук в целом и физики в частности. Альберт засел за учебники современной ему физики и в ходе подготовки даже написал свою первую научную работу. Статьей это назвать нельзя, это скорее эссе, полное допущений, но для нас оно все равно имеет большое значение. Эту работу он назвал «Об исследовании состояния эфира в магнитном поле». В коротенькой работе юный исследователь рассуждает об электромагнетизме и его распространении в эфирной среде. По сути, это пересказ того, что Эйнштейн вычитал в учебниках о новых исследованиях Генриха Герца с небольшим вкраплением собственных идей. Главный вывод работы сводится к тому, что не мешало бы еще что-нибудь почитать об эфире, но у него пока нет такой возможности. Да, на хоть сколько-нибудь серьезную научную работу это, конечно, не претендует, но важно здесь то, что в этом возрасте наш герой уже интересовался вопросами эфира, и на тот момент принимал эту концепцию. А теперь давайте поговорим о том, что такое эфир. Если кратко, то само понятие уходит в Древнюю Грецию, ко временам Аристотеля. Этим словом знаменитый философ называл особую пятую стихию, из которой состоят космические тела.
квинтэссенция. Но по ходу развития физики представления об эфире сильно менялись. Более продвинутое понимание эфира сформулировали во времена спора о природе света между Исааком Ньютоном и Христианом Гюйгенсом. Исаак Исаакович настаивал на том, что свет – это частица, а Гюйгенс утверждал, что волна, и этой волне, чтобы распространяться в пространстве, нужна какая-то среда, ведь в пустоте она этого сделать просто не сможет. Пример нашли очень простой – звуковые волны. Они не могут распространяться в вакууме, ведь, как мы помним, в космосе никто не услышит твой крик. Звуковой волне для распространения нужен воздух. А значит, если свет – это тоже волна, то и ему нужна своя среда. И эту самую среду назвали светоносным или просто световым эфиром, который представляли как невидимое, но всепроникающее вещество, в котором свет распространяется как волны на воде. При этом эфир воспринимался как упругая среда, которая может служить для передачи энергии, и его обнаружение сулило большую выгоду. Если открыть, то есть обнаружить эфир, если понять, как работает распространение волн, как свет разгоняется до таких скоростей, то человек смог бы понять, как превысить эту скорость. А это открывало горизонт для мгновенной передачи энергии на любые расстояния, что, в свою очередь, открывало путь уже к настоящей научной фантастике, типа вечного двигателя и бесплатной энергии для всех. И вот к концу XIX века было получено уже много подтверждений того, что свет – это действительно волна, а значит и среда, в которой она распространяется, тоже должна быть. Но вот с обнаружением этого самого эфира были сложности. Ни один эксперимент не давал положительных результатов. Эфир вроде как должен быть, но никаких его следов или хотя бы признаков присутствия ученые не нашли. К работе подключились и физики, и химики, и даже наш горячо любимый Дмитрий Иванович Менделеев предположил, что эфир – это особый химический элемент. Но все равно окончательного ответа получить не удавалось. К моменту становления Эйнштейна одной из главных задач науки было обнаружение этого загадочного эфира. Ученым казалось, что вот-вот, еще чуть-чуть, и мы перейдем через этот вековой рубеж и выйдем на новую ступень понимания Вселенной. В этом своем эссе Эйнштейн и пытался предложить несколько экспериментов, которые должны были пролить свет на понимание эфира и распространяющегося в нем электромагнетизма. И хоть к тому моменту именно такие эксперименты уже были произведены, и результат был опять-таки нулевой, главной задачей этого эссе было продемонстрировать, мол, вот, глядите, я пишу об эфире, я как настоящий ученый, возьмите меня учиться в политехникум. Эту работу он направил своему дяде, имевшему связи в Цюрихе, и это сработало. Эйнштейну позволили сдавать вступительные экзамены, несмотря на отсутствие аттестата и неподходящий возраст. И в октябре 1995 года он садится на поезд и мчится в Швейцарию. Стоит ли удивляться, что экзамены по физике и математике он сдал на высший балл, но в политехникум его все равно не взяли. Почему, спросите вы? Потому что кроме 2 отличных результатов, он получил низший балл по литературе, французскому языку, зоологии, ботанике и политике. С таким проходным баллом шансов на поступление у него не было. Однако выдающиеся знания Альберта по естественно-научным дисциплинам приметил местный декан физического факультета профессор Генрих Вебер. Он предложил Эйнштейну остаться в Цюрихе и просто ходить на его лекции. Заманчивое, конечно, предложение, но перспектив у этого не было никаких. Вместо этого другой профессор посоветовал найти простую школу где-нибудь в районе Цюриха, доучиться до аттестата и после этого вновь попробовать поступить в политехникум. Так Эйнштейн и решил поступить, а в качестве места учебы выбрал школу в деревне Арау в 40 километрах от Цюриха. Лучшего места для Альберта придумать было нельзя. К ученикам применялся индивидуальный подход, а вместо бездумной зубрежки использовали интуицию, зрительные образы и мысленные эксперименты. Учитель представлялся не как незыблемый авторитет, пересказывающий учебники, а как индивидуальность. Также относились и к ученикам. На смену армейской дисциплине пришла свобода выбора и персональная ответственность перед самим собой.
Чего еще желать для молодого бунтаря, для которого рухнули все авторитеты? Именно такой подход к обучению и привел Эйнштейна к его страсти проводить мысленные эксперименты. Представлять в своем воображении то, что сложно объяснить словами или написать на бумаге. Представлять такие условия, в которых невозможно было бы оказаться. Этот прием станет визитной карточкой Альберта Эйнштейна. В свое время он будет воображать и поезда, несущиеся навстречу молнии, и человека, падающего в лифте в космосе, и жуков в неевклидовой геометрии. Но первым таким экспериментом станет знаменитое космическое путешествие, которое Эйнштейн будет потом вспоминать много раз, и которое станет началом работы всей его жизни. Представьте, что будет, если мы попытаемся догнать луч света. Для этого мы сами должны разогнаться до световой скорости. И пусть так, отбросим любые препятствия. Это происходит лишь у нас в голове. Вот мы летим в пространстве со скоростью почти 300 тысяч километров в секунду, а рядом с нами бежит световой луч. Каким мы его увидим? Застывший во времени световой волной или как-то иначе? Ответ на этот вопрос Эйнштейн найдет лишь много лет спустя. Но именно в тот момент, когда 16-летний ученик школы в деревушке Арао представил себя летящим в пространстве верхом на луче света, и станет первым шагом к теории относительности. Однако в этот короткий период учебы в Арао у Эйнштейна сложились не только научные предпочтения, но и многие личностные качества. Огромную роль в этом становлении сыграет семья Винтеллеров, которая владела пансионом, где остановился Альберт. Отец семейства Йост Винтеллер был человеком демократических взглядов, сторонником интернационализма и пацифизма. Он считал себя гражданином мира и испытывал точно такое же отвращение к милитаризму, как и Эйнштейн. И именно этот человек сыграл решающую роль в становлении личностной философии Альберта. Под влиянием Винтеллера Эйнштейн осознал, что он тоже пацифист и не желает иметь ничего общего с военным делом, потому что это против его натуры, против здравого смысла. Это, в свою очередь, подтолкнуло Альберта отказаться от немецкого гражданства. И вскоре он уговорил своего отца подать за него соответствующие документы в германское посольство. И через несколько месяцев Эйнштейн превратился в апатрида, то есть человека вообще без гражданства. При этом в графе вероисповедания он написал «отсутствует». И хоть он ясно осознавал свое еврейское происхождение, с иудаизмом больше не хотел иметь ничего общего. Как он говорил, еврей, отторгнувший свою веру, подобен улитке, покинувшей свою раковину, но оттого она не перестает быть улиткой. Помимо таких философских метаморфоз, Альберт формировался и как мужчина. Он вырос и возмужал, перестал сторониться людей, перестал бояться нападок из-за его происхождения. Он стал более открытым и дружелюбным. Дочери Винтеллера были от него без ума, и как одна из них потом вспоминала, у него было замечательное чувство юмора, а его внешность была из тех типажей, что на рубеже веков сводили девушек с ума. Взаимной симпатией Альберт ответил старшей дочери семейства, Мари Винтеллер. И хоть она и была на 2 года старше него, между ними вспыхнул роман, который длился на протяжении всего времени пребывания Эйнштейна в Арао и немножечко после. Она совсем недавно закончила педагогический колледж и теперь работала учительницей. Мари подтягивала Альберта по французскому языку, и закрутилась. Родители с обеих сторон были не против, но настаивали, что главное – это все-таки учеба. И в такой атмосфере дела у нашего героя пошли в гору. Учебный год Эйнштейн закончил 2-м по успеваемости, получив высший балл по всем естественным дисциплинам, а также по итальянскому языку и истории. Хуже всего он сдал, опять-таки, французский на 3. Причем сочинение, которое он писал на экзамене, для нас имеет особый интерес, как взгляд Альберта в ближайшее будущее. Если мне повезет и я сдам экзамены, я поступлю в Цюрихский политехникум. Я думаю, что стану учителем и буду преподавать математику и физику, предпочитая теоретические разделы. К этому меня привел талант в абстрактном и математическом мышлении. И это мое главное желание. Ведь все хотят делать то, к чему у них есть талант. Кроме того, меня привлекает независимость, которую дают занятия наукой.
Можно сказать, что не очень уж амбициозно для великого физика, но кто ж ему тогда бы сказал, что он таковым станет? В общем, для поступления в политехникум этого было более чем достаточно. И летом 96 года уже 17-летний Альберт отправился в Цюрих, тепло попрощавшись с семьей Винтеллеров, особенно с Мари. Они договорились, что он будет вести с ней регулярную переписку и приезжать в Арау на каникулы. Она будет присылать ему подарки, а Альберт сможет присылать ей почтой свое, грязное белье. Она будет стирать и отправлять обратно. Такие вот отношения на расстоянии. В общем, в октябре того же года Альберт Эйнштейн был принят в числе 11 студентов в Цюрихский политехнический институт на факультет учителей, специализирующихся в области математики и физики. Он поселился в студенческом общежитии и жил на деньги, которые ему присылали родственники по материнской линии. У отца в Милане бизнес снова пригорел, так что помощи оттуда ждать не приходилось. В любом случае, финансовые проблемы Эйнштейна пока что не сильно интересовали. Он наконец добрался до профильного образования и теперь уже подробно знакомился с теоретической физикой. Его первым преподавателем физики стал уже упомянутый профессор Генрих Вебер, тот самый, который годом ранее восхитился знаниями Эйнштейна. И поначалу отношения у них были идеальными. Эйнштейн восхищался лекциями Вебера, которые называл мастерски прочитанными. Но где-то со второго курса у него начали накапливаться претензии к профессору. Главное из них заключалось в том, что Вебер глубоко копает в историю физики, но о передовых исследованиях и достижениях современников не говорит ни слова. Эйнштейн ждал лекций об исследованиях Максвелла, Лоренца, Планка, но не дождался. Если Вебер считал какую-то научную теорию недостаточно, на его личный взгляд, обоснованной, то он предпочитал вообще ее не упоминать. И стоит ли удивляться, что такой подход вызвал у Эйнштейна острый протест. Веберу, конечно же, это не понравилось, и к 4-му курсу их отношения испортились. Черта молодого студента задавать неудобные вопросы, перебивать и спорить посреди лекции глубоко оскорбляла профессора, привыкшего к чувству собственного достоинства. Доходило до того, что Эйнштейн мог при всей аудитории обратиться к нему не «гер-профессор», а «гер-Вебер». Такое нарушение субординации считалось крайне неуважительным. В свою очередь, нашего героя не устраивал такой авторитарный метод преподавания, с которым он уже успел столкнуться в Мюнхене. Так что к концу обучения эти двое стали открытыми врагами, а Вебер будет мстить нахальному студенту еще очень долго. С другим преподавателем, профессором экспериментальной физики Жаном Перне, у Эйнштейна отношения были еще хуже. Если к Веберу он хотя бы ходил на лекции, то на скучные лабораторные работы наш студент просто забил. А в тех редких случаях, когда он таки являлся в лабораторию и приступал к практическим занятиям, демонстративно выкидывал инструкции Перне в мусорное ведро и проводил эксперименты только так, как сам считает нужным. Правда, такой подход сыграл с Эйнштейном злую шутку, и однажды он устроил в лаборатории настоящий взрыв и получил серьезную травму руки. В общем, за курс «Начальные физические эксперименты» Эйнштейн получил низший балл, то есть единицу, тем самым обеспечив Жану Перне гордое историческое звание единственного в мире профессора, который завалил Альберта Эйнштейна по физике. С математикой случилась вообще отдельная комедия, полная иронии. Профессором математики в политехникуме был Герман Минковский, еврей, родившийся на территории Российской империи. На его лекции Эйнштейн вообще не ходил, за что заслужил от Минковского ласковую характеристику «ленивый щенок, не утруждающий себя математикой». В том же листе с промежуточными экзаменами можно увидеть, что оценка от Минковского просто отсутствует. Но ирония состоит в том, что спустя много лет, когда Эйнштейн будет работать над теорией относительности и осознает, как мало он уделял внимания изучению математики, он обратится как раз к лекциям Минковского. Его математические приемы окажут большое влияние на разработку общей теории относительности. И вы сейчас, наверное, подумали, что дело опять идет к отчислению. Но нет. Прогуливая лекции, которые наш герой не без оснований считал устаревшими, он занимался самостоятельным изучением передовых работ по физике,
которые были доступны в библиотеке политехникума. Среди таких трудов были работы Кирхгофа и Бунзена по излучению, исследования Генриха Герца по магнетизму, трактаты Гельмгольца, Больцмана и Максвелла. Все то, чего он не мог получить на лекциях, и то, что позже ляжет в основу специальной и общей теории относительности. Именно этим людям Эйнштейн и предпочел лекции своих профессоров. Но тогда возникает вопрос, а каким образом наш студент смог продержаться все свое обучение и не вылететь на промежуточных экзаменах? Тут помогли друзья. Его близким товарищем стал человек по имени Марсель Гроссман, талантливый парень с настоящим даром математика. Уж он-то ходил на занятия и тщательно все конспектировал, в особенности лекции Минковского. И вот когда на носу был какой-то экзамен, Эйнштейн одалживал конспекты Гроссмана, готовился к зачету и вполне неплохо сдавал нужные предметы. Но их товарищество не ограничивалось одними конспектами. Они стали настоящими друзьями, и Марсель Гроссман не раз окажет огромное влияние на жизнь Альберта Эйнштейна. Возможно, кого-то смутит, что я так подробно остановился на детстве и юности Эйнштейна. К чему все эти рассказы о конфликтах с преподавателями, бунтах против религии и авторитетов? Не проще ли было сразу перейти к теории относительности? Нет, друзья, мы должны увидеть тот путь, который прошел наш герой, от мальчика, которого унижают просто потому, что он еврей, до молодого мужчины, который отвергает авторитеты и все глубже погружается в теоретическую физику в поиске собственных ответов. Придет время, и именно такой человек сможет понять, как сильно все ошибались. Всем нам хорошо знаком этот образ рассеянного гения профессора не от мира сего, закрепившийся в массовой культуре. Неряшливая одежда, растрепанные волосы, задумчивый взгляд куда-то в пустоту сквозь людей. Герои моих рассказов часто обладали подобными качествами, но, кажется, больше всего это подходит к Альберту Эйнштейну. Наш сегодняшний герой уже в студенческие годы проявил в себе эти черты. Рассеянный, забывчивый, неаккуратный и порой бестактный. Это правда. Его друзья вспоминали, что он постоянно терял ключи или оставлял свой багаж в поезде. Уходя из гостей, мог забыть свою верхнюю одежду или чемодан. С внешним видом ситуация была аналогичная. Чем старше становился Эйнштейн, тем меньше его заботило то, как он выглядит. Как-то раз Альберт отдыхал в компании друга у себя в общежитии, и вдруг раздались звуки сонаты Моцарта на рояле. «Это кто играет?» – спросил Эйнштейн. «Да это пожилая женщина по соседству дает уроки музыки». Эйнштейн выскочил из комнаты, прихватив с собой скрипку, и в домашней одежде помчался в соседний дом. «Куда в таком виде-то?» – крикнули ему вслед. Но, как говорил классик, никто, конечно же, не остановился. Взлохмаченный Эйнштейн ворвался к пожилой даме в квартиру и на ее ошарашенный взгляд сказал лишь «пожалуйста, продолжайте». И через минуту раздались звуки скрипки, сопровождающие партию рояля. Музыка все так же увлекала Альберта, и не раз звуки его скрипки в ночи не давали спать соседям по общежитию. Но иногда он играл и на музыкальных вечерах, которые в великом множестве проводились тут и там по всему Цюриху. Новая богемная жизнь Эйнштейна немного ослабила его тягу к одиночеству. У него появилось много друзей и подруг. Это, в свою очередь, охладило отношения Альберта с его первой любовью, Мари Винтеллер, с которой он все менее охотно продолжал вести переписку. Мари, хоть и была, судя по описаниям, бесконечно милой, все же была совсем не его типажом. Письма Альберта постепенно становились все более сухими и короткими, а ее письма, наоборот, все более объемными и, можно даже сказать, навязчивыми.
В один момент он даже прямым текстом написал ей, что хочет закончить переписку. На что она ответила: «Дорогой, почему ты на меня злишься? Я что-то не так сделала?» А далее последовало 4 страницы текста о том, как она его ждет и как она соскучилась. После этого он просто перестал ей писать и лишь молча отправлял те самые корзины с грязным бельем. Мари сокрушалась, мол, я перерыла всю корзину в поисках хотя бы небольшой записочки от тебя, но напрасно, ее не было. Ничего, одного вида обратного адреса, написанного твоим дорогим почерком, было достаточно, чтобы сделать меня счастливой. Как-то раз она даже написала его матери, мол, подлец совсем перестал отвечать на письма, что привело Альберта в еще большее раздражение. Не совсем здоровые отношения, это правда, но когда они сходились, он был совсем другим человеком. И теперь, когда он прошел через такое количество психологических метаморфоз, такой союз был уже не тем, чего он хотел от жизни. В конце концов, он разорвал отношения с Мари через письмо к ее матери. Обращаться к ней напрямую было бесполезно, она просто не хотела ничего слышать о разрыве. Я причинил огромную душевную боль бедной девочке по своему легкомыслию и непониманию ее тонкой душевной конституции. Я не могу передать ей хотя бы часть того, что чувствую к этому миру, и еще одна встреча и несколько дней блаженства были бы оплачены новой болью, которой я и так принес слишком много в жизнь бедного ребенка. Да уж, довольно жестоко. Это по-настоящему разбило сердце молодой девушки, и на несколько лет она погрузилась в глубокую депрессию. Она перестала вести уроки, утратила прежнюю радость к жизни и в итоге через 5 лет вышла замуж за местного промышленника. Такая вот невеселая история. Но только давайте мы не будем играть в высокую мораль. Не так много людей могут похвастаться счастливой первой любовью. Вот и Альберт Эйнштейн не может. Однако сразу после этого он сблизился с другой девушкой, которая была полной противоположностью Мари Винтеллер абсолютно во всем. Милева Марич. Тут, наверное, нужен комментарий от дамы. Ольга, не поможете? Милева Марич – редкий пример женщины в науке тех времен. Она родилась в 1875 году в городе Нови Сад в Сербии в семье из 3 детей. Имела славянское происхождение и была единственной девушкой, поступившей на то же отделение политехникума в Цюрихе, что и Эйнштейн. Всю жизнь она стремилась к наукам. Ее отец всеми своими силами и скромным достатком пытался проложить дочери путь в этот суровый мужской мир физиков и математиков. Было непросто. Они объехали огромное количество школ и гимназий в Сербии, прежде чем нашли ту, в которую приняли бы девочку. Училась Милева прилежно, особенно хорошо ей давалась физика и математика. В итоге она закончила гимназию с очень хорошими оценками, оставив позади многих мальчишек. Такие результаты позволили ей поступить в политехникум Цюриха, где не было ограничений на прием женщин. И именно там она и познакомилась с Альбертом Эйнштейном. Милева Марич была старше Эйнштейна на 3 с лишним года и была девушкой своеобразной. Из-за врожденного вывиха бедра она всю жизнь прихрамывала на одну ногу. Была меланхоличной, склонной к депрессии и, по описанию ее собственной подруги, была хрупкой и некрасивой брюнеткой небольшого роста. Да уж, хороша подруга. В общем, из-за необычной внешности она подвергалась издевкам и унижениям с самых ранних лет и выросла закомплексованной и замкнутой девушкой. Первое время в Цюрихском политехникуме она, судя по всему, ни с кем и не общалась. Как единственная девушка в аудитории, она обращала на себя внимание, но в силу своей мрачности сокурсников не привлекала, однако обладала теми качествами, которые притягивали именно Эйнштейна, и в первую очередь она была интеллектуалкой. Кто-то, возможно, подумал, что Эйнштейн разорвал отношения с Мари Винтеллер, потому что влюбился в Милеву Марич. Такой вывод напрашивается сам собой. Но, судя по всему, это не так.
Познакомились они сразу же после поступления в политехникум, но общаться и проводить время вместе они начали только ко второму курсу учебы. Между последним письмом Эйнштейна к Мари и первым письмом к Милеве хронологическая разница более чем в полгода. Так что пикантная история о том, как молодой Альберт бегал от юбки к юбке, не сложилась. На первом курсе обучения их общение не выходило за рамки простого взаимодействия между сокурсниками, но в период летних каникул они сблизились во время пеших прогулок по горам. Тогда и возникло взаимное влечение. Однако Милева испугалась нового зреющего в сердце чувства и решила на время покинуть Швейцарию. Она отправилась в Германию, в город Гейдельберг, где читал свои лекции известный физик-экспериментатор Филипп Ленард. В это время между молодыми завязалась переписка, и уже здесь проявилось то, как сильно Милева Марич отличалась от Мари Винтеллер. Он писал ей длиннющие письма, наполненные теплотой и ухаживаниями, а она, наоборот, держалась демонстративно холодно, показательно обращаясь к Эйнштейну на «вы». Он писал ей о том, как ему хочется снова провести с ней время, а она сухо рассказывала о лекциях Ленарда и делала вид, что не увлечена этими ухаживаниями Альберта. Одно из ее писем ярко демонстрирует этот стиль общения. Прошло уже порядочно много времени с тех пор, как вы прислали мне свое письмо, Геренштейн, и я бы ответила немедленно и поблагодарила бы вас за потраченное на него время. Но вы сказали, что я должна писать вам, когда мне станет скучно. А я очень послушная девочка и все жду, когда же мне станет скучно. Но до сих пор эти ожидания были напрасны. Эта полярная смесь игривости и серьезности привлекала Эйнштейна, но и Марич тянулась к нему, хоть и пряталась за маской безразличия. В итоге, к середине второго курса учебы он уговорил ее вернуться в Цюрих, и они, несмотря ни на что, стали парой. Спасибо, Ольга. Такая вот удивительная история знакомства. Красиво и необычно. Они вместе готовились к экзаменам, читали одни книги, обсуждали лекции, на которые ходили вместе. Это были отношения двух интеллектуалов, и разговоры о науке занимали столько же, если не больше времени, сколько и романтические моменты. И в этом и заключалась прочность их союза. При этом в их общении продолжала царить ирония и этот игривый тон. Он шутливо называл ее «моя маленькая доксерль», то есть куколка. Иногда называл ее «моя дикая плутовка». Милева не отставала и звала его «мой оборванец» или «игривый маленький профессор», но чаще всего называла его «Йоханцель», то есть Джонни. Их переписка становилась все более интимной, и дальнейшее цитирование, наверное, было бы не совсем этичным с моей стороны. Что, впрочем, не останавливает некоторых биографов. Однако друзья Альберта от такого союза были в шоке. Как такой молодой и красивый парень умудрился связаться с хромой калекой? Да, она не глупая, но ты ее вообще видел со стороны? Еще хуже отнеслась к их отношениям мать Эйнштейна. Когда он послал ей фотографию Милевы, та ответила гневным письмом, мол, и вот на это ты променял красивую и милую Мари Винтеллер? Сынок, остановись, пока не поздно. И никакие уговоры и аргументы Альберта не помогали. Мать говорила, что Марич такой же книжный червь, как и он сам, а ему нужна женщина, которая не будет тратить время на какую-то там ерунду вроде образования и науки. И вообще, она ведь не еврейка. Но что еще хуже, она славянка. Конечно, влюбленный Эйнштейн отвергал подобные возражения. Более того, этот прессинг в сочетании с бунтарской натурой лишь усиливали влечение к Милеве и разжигали эти чувства. Они оба хорошо знали, что значит быть не как все, что значит быть одним против всех. И, встретив друг друга, они наконец перестали быть одиноки в этом жестоком мире. В общем, в такой вот атмосфере сопротивления всем окружающим они продолжали учиться.
Альберт, которому уже стукнуло 20, продвигался с переменным успехом, то сдавая промежуточные экзамены на высший балл, то получая выговоры за прогулы. А вот у Милевы образовалось отставание. Видимо, то, что в не самых продвинутых сербских гимназиях того времени считалось гениальностью, здесь, в Цюрихском политехникуме, считалось вполне средним уровнем. Эйнштейн подтягивал ее как мог, в том числе с помощью конспектов Гроссмана, но и сам едва балансировал между конфликтами с профессорами. В 1900 году, когда 4-й курс подходил к концу и близились выпускные экзамены, пришло время делать дипломную работу. Эйнштейн предложил профессору Веберу в качестве темы измерение скорости движения Земли относительно эфира. Наш студент хотел определить, есть ли разница в скорости света вдоль направления движения Земли и против, тем самым установить степень влияния на эту скорость эфира и ни много ни мало обнаружить это загадочное вещество. Вебер покрутил у виска пальцем и сказал: «Герр Эйнштейн, у вас молоко на губах не просохло, а вы тут решили эфир обнаружить. Выберите что-нибудь попроще». Эйнштейн предложил электропроводность, но и эта тема была отвергнута. В итоге он решил подлизаться к Веберу и написать диплом по главному профилю своего ненавистного профессора – теплопроводность. И лишь тогда Вебер дал согласие. Диплом Эйнштейн писал совместно с Марич, и в конечном счете они получили за него 4 балла из 6, самый низкий во всей группе. Вредный профессор хоть и дал согласие на тему, но докопался буквально до каждой буковки. И после многочисленных исправлений, когда все было готово, внезапно заметил, что вообще-то работа написана на неподходящей бумаге, и лишь после очередного переписывания принял ее. По итогам выпускных экзаменов и с учетом дипломных работ, из 11 студентов требуемый проходной балл получили 5. Эйнштейн в этой пятерке был на 4-м месте, то есть предпоследний. Он набрал 4,9 баллов по 6-бальной шкале. А вот Милева Марич оказалась на последнем месте во всей группе, набрав ровно 4 балла. Этого было мало для получения диплома, и к выпуску ее не допустили. Это, конечно, ее очень опечалило, но руки она не опускала. Была возможность попробовать еще раз через год, и подготовкой к этому она и решила заняться. Альберт, в свою очередь, как свежеиспеченный выпускник, приступил к поиску работы, и это оказалось не так-то просто. Чаще всего в таких ситуациях окончившие учебу молодые люди становились учителями в школах или ассистентами своих же профессоров. Но вот проблема нашего героя была в том, что никто из его профессоров даже думать не хотел о том, чтобы брать наглого Эйнштейна к себе в ассистенты. Профессор Перне, лабораторию которого наш экспериментатор один раз чуть не взорвал, его кандидатуру даже не рассматривал. Вебер предпочел остаться вообще без ассистента, чем брать на это место несносного выскочку. Эйнштейн стал единственным из всех выпускников, который не получил никаких предложений по работе. Но жить-то на что-то надо, и неунывающий Альберт занялся репетиторством и частными уроками для богатых детишек. Денег это приносило немного, да и ученики находились не всегда. Однако в голове у него созрел план. Ему охотнее дадут рабочее место среди профессоров, если он приложит к своему резюме научную статью, опубликованную в уважаемом журнале. Этой статьей Эйнштейн и занялся. Первая публикация нашего героя была посвящена капиллярному эффекту. И хоть спустя годы Эйнштейн назвал эту статью «не стоящей ничего», это не совсем так. Из текста понятно, что он принимал важнейшую предпосылку Людвига Больцмана о том, что молекулы и атомы действительно существуют. На тот момент это воспринималось как недоказанная гипотеза, и по большей части ее относили к газам. Но Эйнштейн пишет о том, что это справедливо и для жидкости. Молекулы воды притягивают друг друга по закону тяготения Ньютона, и это объясняет капиллярный эффект и поверхностное натяжение жидкостей. В декабре 1900-го он отправил рукопись работы в Annalen der Physik, главный европейский физический журнал, который опубликовал ее в марте следующего года. Правда, с его аргументацией главных тезисов и выводом в духе надо бы еще поизучать, а то как-то непонятно, реакции от научного сообщества не последовало, не отреагировал никто.
Однако тут есть интересная деталь. В письме к Милеве он называет эту статью «наша работа». И потом несколько раз повторяет «наша теория молекулярных сил» и «наше исследование». Это наталкивает историков на вопрос о степени участия Милевы Марич в исследованиях Эйнштейна. Есть даже версия, что все достижения нашего героя на самом деле ее заслуга, которую он таким варварским образом присвоил себе. Однако, если разбираться в данном конкретном случае, то, кажется, ее участие было незначительным. В письмах к своей подруге Милева пишет о том, как она гордится своим возлюбленным и его научной статьей, никак не обозначая свое в ней участие. А с кем уж поделиться обидой от отобранной статьи, если не с подружкой? Историки сходятся во мнении, что участие Марич в написании этой статьи о капиллярном эффекте сводится к тому, что она помогала Эйнштейну с подбором литературы, и не более. А это местоимение «мы» он добавил в переписке для того, чтобы приободрить провалившуюся на экзамене подругу. Однако же вернемся к теме. Эту статью Эйнштейн приложил к своему резюме и продолжил рассылать бесчисленное количество писем профессорам Европы, надеясь получить место их ассистента. Не сработало, никто ему не ответил. Тогда неунывающий Альберт приобрел пачку открыток с оплаченным вложением для ответа и прикрепил его к письму. Он надеялся хоть так получить ответ, ведь очевидно же, что никто из уважаемых мэтров науки ему не отвечает исключительно из-за того, что не хочет тратить деньги на пересылку. И вот когда это тоже не сработало, в разуме Эйнштейна возникло подозрение, что-то тут нечисто, как будто кто-то вставляет палки в колеса и не дает найти работу. Причиной этих неудач, как подозревал наш герой, был его заклятый враг, профессор политехникума Генрих Вебер. Он-то наверняка не забыл старых обид. Эйнштейн предполагал, что его бывший наставник как-то связан с этими отказами, и по совету Милевы направил ему письмо, где прямо спросил, имеет ли тот отношение к тому, что никто не берет его на работу. Вебер поразил своей искренностью и ответил как есть, мол, да, каждый раз, когда Эйнштейн отправляет кому-то из профессоров предложение, они обращаются к нему, то есть к Веберу, за рекомендацией. И как он может идти против истины и врать таким уважаемым людям? На каждый такой запрос он давал очень плохую рекомендацию. Ведь если бы он соврал и Эйнштейна взяли бы на работу, то когда нахальный ассистент опозорится, а это по представлению Вебера непременно должно было произойти, то он опозорит и своего учителя, давшего рекомендацию такому ужасному работнику. При таком раскладе дальнейшая рассылка резюме просто не имела смысла. Вебер будет и дальше давать плохие рекомендации, и ни к чему это не приведет. Тогда у Эйнштейна возникла другая идея. Он продолжит писать профессорам, но не просто предложение взять его на работу, а будет присылать им рецензии на их научные работы, где будет указывать на их ошибки. Гениальный план, просто отличный. Надежный, как швейцарские часы. За абсурдностью всего предприятия скрывался хитрый план. Эйнштейн будет указывать на ошибки профессоров и пробелы в их исследованиях, и тем самым демонстрировать уровень своих знаний. Таким образом, обращаться за рекомендацией к Веберу просто не нужно будет. Все и так понятно из письма, где в конце обязательно будет добавлено что-то в духе «Вот видите, какой я умный, я вам нужен, возьмите меня на работу». И казалось бы, что в этом плане могло пойти не так? Авторитетные ученые ведь любят, когда их ошибками им тычет в нос неизвестно кто. Конечно же, это привело к скандалу. Первой жертвой такого прекрасного метода стал немецкий физик Пауль Друде, автор работ по электронной проводимости металлов. Он писал о том, что в металле есть частицы, электроны, которые движутся так же свободно, как и молекулы в газе, и, следовательно, они могут являться переносчиками тепла. Важная работа в области молекулярной теории, которая, я напомню, на тот момент еще не была подтверждена. Эйнштейну, который совсем недавно тоже написал статью о молекулах, понравилась эта работа, но в ней он углядел несколько мутных мест и поспешил написать Друде письмо, где по полочкам разъясняет, где тот не прав. И не совсем понятно, что к этому побудило бедного Друде, но он ответил.
И реакция на претензии Эйнштейна оказалась хуже, чем наш герой мог ожидать. Во-первых, ни о каком приеме на работу речи идти не могло. Во-вторых, на эти самые мутные места Друде ответил тем, что просто сослался на авторитет Больцмана, который с этими местами согласен. То есть немец даже не стал приводить никаких аргументов в пользу своего видения проблемы, а просто прикрылся более громким именем. Разумеется, для Эйнштейна с его аллергией на авторитеты это сработало как красная тряпка для быка. Он обрушился на Друде и Больцмана с критикой, но уже не в личной переписке, а в виде нескольких статей, то есть открыто и публично. Эйнштейн писал, что больцмановская теория дает объяснение лишь поведению молекул в газах, но не объединяет всю молекулярную теорию в нечто целое. Есть ряд недостающих звеньев, которые необходимо найти, чтобы раскрыть единство поведения молекул, но которые Больцман и Друде просто не хотят видеть. К счастью, эта дискуссия особого внимания не привлекла и быстро заглохла, иначе стала бы большим таким пятном на репутации всех ее участников. И, конечно же, это все никак не помогло Альберту Эйнштейну с поисками работы. К осени 1901 года он уже совсем отчаялся и просто разослал письма друзьям с просьбой помочь найти хоть какую-то работу. А пока он перебивался частными уроками, преимущественно для богатых детишек. Он даже опубликовал объявление в газете. Частные уроки математики и физики самым добросовестным образом проводятся Альбертом Эйнштейном, обладателем федерального диплома преподавателя, выданного политехникумом. Пробные уроки бесплатны. Обстоятельства и отсутствие определенности в будущем давили на него все сильнее. И тут он получает письмо от своего друга по учебе, Марселя Гроссмана, того самого, чьи конспекты спасали еще студента Эйнштейна. Гроссман совсем недавно получил место учителя математики в старшей школе в Цюрихе, а его отец был знаком со многими местными чиновниками. И вот через этих знакомых стало известно, что скоро появится вакантное место клерка в швейцарском патентном бюро в городе Берн. И если Эйнштейн захочет, Гроссман направит туда хорошую рекомендацию, и как только появится вакансия, его примут на работу. Это было, конечно же, не то, чего хотелось от жизни амбициозному Эйнштейну, но, как говорится, перебирать харчами уже не было никакой возможности. Рассыпаясь в благодарностях Гроссману, он писал следующее. «Я глубоко тронут твоей преданностью и сочувствием к своему другу-неудачнику. Я был бы счастлив получить это место и не пожалею сил, чтобы оправдать твои рекомендации». Должность клерка патентного бюро не требовала докторской степени, однако нужны были знания по инженерному делу и физике. Работа была не пыльная, если не сказать скучная. Ты весь день сидишь за столом и рассматриваешь заявки на патенты со всякими изобретениями, отклоняешь или одобряешь. Это не очень престижно, но что поделать, никакого выбора у него к тому моменту уже не было. Эйнштейн переехал в Берн и в ожидании открывшейся вакансии занялся другими важными вопросами. Все это время, что он учился и искал работу, он был человеком без гражданства. С тех пор, как он перестал быть гражданином Германии, его все устраивало. Но теперь, когда ему предстояло стать чиновником, пусть и мелким, этот вопрос предстояло решить. Больше всего ему хотелось стать гражданином Швейцарии. Он восхищался демократическим устройством страны, в которой жил уже 7 лет. Ему нравилось, как здесь относятся к личности и к частной жизни. Власти Швейцарии проверяли его довольно серьезно. Сохранилась даже справка из цюрихской полиции, где ему давали, скажем так, характеристику. Не женат, родители живут в Италии, в хулиганстве не замечен. Ради швейцарского гражданства он даже был готов поступиться со своими принципами и проходить военную службу. Но, к его счастью, в медкомиссии он получил отказ по причине потливости ног, плоскостопия и варикоза. В общем, в 1901 году его прошение было удовлетворено, и Эйнштейн стал гражданином Швейцарии. Казалось бы, круто, но именно в этот момент на него насели родители с требованием переехать к ним в Милан и помогать отцу по бизнесу. Отчасти это требование было выдвинуто, чтобы отдалить Альберта от Милевы, отношения с которой продолжали бурно развиваться. Но родители даже не подозревали, насколько далеко эти отношения уже зашли.
Все дело в том, что пока Эйнштейн пытался вырвать себе хоть какое-то рабочее место, Милева Марич ждала ребенка. Это случилось в мае 1901 года, во время их совместного путешествия в Альпы. Они гуляли по берегам горных озер, наслаждались природой и общением друг с другом. Все эти жизненные трудности, поиск работы, пересдача экзаменов, конфликты с родителями – все это оставалось там, внизу. Здесь, на высоте, ничто не стояло между ними. Даже то, что они еще не были женаты. Рождение ребенка вне брака тогда было большой проблемой, особенно с учетом их воспитания. Более того, ни он, ни она еще не стояли на ногах, и Милеву охватил вполне обоснованный страх за их будущее. Она задумалась о прерывании беременности. Такая возможность была. Существовали препараты, которые приводили к выкидышу. Но Альберт сохранял оптимизм и уверял ее, что вот сейчас он найдет работу, и неважно, насколько она будет унизительная, он сможет содержать ее и малыша. Он убедил ее, что вот-вот начнется их счастливая жизнь. Но счастливая жизнь не началась. Беременность проходила тяжело, что не позволило Милеве подготовиться к пересдаче выпускных экзаменов в политехникуме, и она их снова провалила. Надежда на научную карьеру, о которой и она, и ее отец так мечтали, была перечеркнута. Опустошенная от горя, она вернулась в Сербию, в родительский дом, пока Альберт продолжал поиски работы. Дальше начинается круговорот трагических событий, любые следы которых и Милева, и Альберт всеми силами попытались уничтожить. Все письма, все документы были сожжены, остались лишь крохи информации в нескольких уцелевших записях, про которые они просто забыли. Эти семейные архивы были под замком до 1986 года, и когда их обнаружили, исследователи жизни Эйнштейна очень удивились тому, что, оказывается, у Альберта и Милевы был внебрачный ребенок. По обрывкам информации, в основном представленных беглыми упоминаниями, мы до поры до времени можем восстановить приблизительную цепочку событий, но не всю. Пока Эйнштейн был в Берне и ожидал места в патентном бюро, Милева родила девочку, которую назвали Лизерль. Роды были тяжелыми, и первые несколько дней новоиспеченная мать не могла писать письма. Альберт узнавал новости через ее отца. Он мог сесть на поезд и поехать в Сербию увидеть свою дочь, но не сделал этого. Также он не мог перевести Милеву и ребенка в Берн, потому что человек, рассчитывающий стать чиновником в Швейцарии, не мог сожительствовать с женщиной в такой ситуации. Своим родителям он вообще ничего об этом не сказал, даже когда отец слег с болезнью, и Альберт приехал в Милан, чтобы в последний раз увидеться с ним. На смертном одре Герман Эйнштейн дал свое согласие на брак с Милевой, но неизвестно, узнал ли он о том, что перед смертью успел стать дедушкой. В январе 1903-го Милева переехала к нему в Берн, и они, наконец, поженились. Но приехала она одна, без ребенка. Чаще всего можно услышать версию о том, что Лизерль умерла от скарлатины вскоре после рождения, и когда Марич выходила замуж за Эйнштейна, девочки уже не было в живых. Но это не так. Еще живая Лизерль будет упоминаться в их переписке и после свадьбы. Судя по всему, девочка была отдана на удочерение подруге Милевы Эллен Савич. На это намекает письмо Милевы Альберту, в котором она сообщает следующее. «Думаю, что мы пока не должны говорить о Лизерль. Тебе следует написать Савич и поблагодарить ее. Мы теперь должны быть с ней очень милы. Она, в конце концов, помогла нам в таком очень важном деле». И он действительно написал ей короткое письмо, в котором передавал привет малышке. Причины, по которым они отдали ребенка, нам неизвестны. Любые документы, способные это объяснить, были уничтожены. Достоверно мы знаем лишь то, что в возрасте 12 месяцев Лизерль действительно заболела скарлатиной, и полная тревоги Милева помчалась к ней в Сербию. Где-то через месяц Эйнштейн напишет ей письмо. Мне очень жаль от того, что случилось с Лизерль. После скарлатины часто остаются следы. Только бы все кончилось хорошо, и у нее было меньше трудностей. И на этом след обрывается. Что произошло дальше, нам неизвестно, но существует две гипотезы, подтвердить или опровергнуть которые сейчас уже невозможно.
Первая заключается в том, что девочка умерла от скарлатины в возрасте чуть больше года. По крайней мере, это объясняет то, что Эйнштейн и Марич больше никогда о ней не заговорят. По второй версии, она выжила и была воспитана в приемной семье под другим именем. У Эллен Савич действительно была дочь подходящего возраста по имени Зорка, которая ослепла во младенчестве после какой-то болезни, возможно, как раз скарлатины. И она умерла в 90-х годах 20 века. Однако ее родственники наотрез отвергают возможность родства с Эйнштейном. Ее племянник Милан Попович изучил семейные архивы, но никаких подтверждений того, что Зорка – это действительно Лизеры, не нашел. Таким образом, история внебрачной дочери Альберта Эйнштейна и Милевы Марич остается окутанной тайной. Насколько мы можем судить, Эйнштейн ни разу не приезжал в Сербию, чтобы хоть раз увидеть свою дочь. Он никогда ни с кем об этом не говорил и до конца своей жизни скрывал сам факт ее существования. Какие были мотивы для этого, нам неизвестно. Любые свидетельства, способные пролить на это свет, до нас не дошли. Так что если у вас успело зародиться чувство осуждения, то не спешите с выводами. Всей истории мы не знаем. Что бы ни произошло, это вызвало у Милевы сильнейшую депрессию. Друзья предлагали поделиться своими горестями, но она отвечала лишь, что это слишком личное. К концу 1903 года она стала жаловаться на свое самочувствие, и оказалось, что это новая беременность. Поначалу она испугалась, что это разозлит Альберта, но нет, он был вне себя от счастья. Как он писал, «Я ничуть не сержусь от того, что бедная Доксерль высиживает нового цыпленка». 14 мая 1904 года она родила мальчика Ганса Альберта Эйнштейна, который стал полноправным членом их семьи. Эйнштейн показал себя образцовым отцом. Много времени проводил с новорожденным сыном, кормил, купал, укладывал его спать. Не могу тебе передать, как много радости он мне доставляет, когда, просыпаясь, весело смеется или стучит ножками, когда я его купаю. Альберт постоянно мастерил разнообразные игрушки из всякого хлама и развлекал ребенка, пока Милева приходила в себя. Жизнь понемногу налаживалась. После таких крутых поворотов вроде как наступила та самая счастливая жизнь, которую он обещал своей Доксель. Он работал в патентном бюро, продолжал изучение передовых работ по физике, проводил время с женой и сыном и готовил к публикации свои новые статьи. Именно в такой атмосфере и начался 1905 год. Однажды в доме Эйнштейна в Берне раздался стук в дверь. На пороге стоял фронтоватый господин, на вид чуть старше Эйнштейна, который представился как Морис Соловин. Он пришел по объявлению за частными уроками физики. Пробный, как сказано в газете, был бесплатным. Наш герой, конечно, очень удивился такому возрастному ученику. Богатеньким детишкам преподавать все-таки было привычнее. Но что поделать, деньги-то нужны. Морис Соловин был родом из Румынии и на целых 4 года старше Альберта Эйнштейна. Обеспеченный щеголеватый дилетант, как его ласково характеризуют некоторые биографы Эйнштейна, в свои 27 лет заинтересовался физикой, но еще не решил, хочет ли он стать ученым или философом, и поэтому решил взять несколько частных уроков. Их первая беседа в квартире Эйнштейна продлилась 2 часа, после чего они за разговором провели еще пешую прогулку и договорились встретиться на следующий день. К 3-му уроку Эйнштейн объявил, что Соловину не нужно платить ему деньги. Просто приходите ко мне, когда захотите, и я буду рад побеседовать с вами. Между ними завязалась плотная дружба, и вскоре они начали проводить вечера вместе за чтением великих мыслителей и обсуждением их идей. Вскоре к этим беседам присоединился еще и сосед Эйнштейна,
сын местного банкира Конрад Габих. Свои интеллектуальные посиделки они начали именовать заседаниями. Дескать, мы нормальные философы, а не эти помпезные снобы, гуру-ученые. Итак, появилась шуточная организация мыслителей, которую они гордо назвали Академия Олимпия. Соловин даже сделал сертификат посвящения в члены Академии. Под связкой сосисок был изображен профильный портрет президента Академии, то есть Эйнштейна, а сопроводительный текст на латыни гласил: Человек невероятно эрудированный, обладающий исключительными, изысканными и элегантными знаниями, с головой, погруженной в революционные исследования космоса. Очень быстро они стали близкими друзьями и сохраняли эту дружбу до конца жизни. Есть, кстати, забавное воспоминание об очередном заседании Академии, которое должно было пройти в доме Соловина, но тот его пропустил, потому что соблазнился отправиться на музыкальное выступление. В качестве извинений перед друзьями он оставил вареные яйца и записку: «Крутые яйца и приветствие». Коллеги по Академии не растерялись и сделали в его квартире то, что Соловин не переносил. Накурили табака и задымили всю комнату, оставив ответную записку: «Густой дым и приветствие». Однако, несмотря на шуточный тон всего этого предприятия, заседания Академии Олимпия представляли собой довольно серьезное обсуждение научных и философских проблем. Они читали труды Канта, с которыми наш герой был знаком с детства, изучали работы Эрнста Маха, Дэвида Юма, Анри Пуанкаре и в один момент дошли даже до Баруха Спинозы. В этих беседах укреплялись взгляды Эйнштейна на общество, религию, на подход к научным исследованиям, но также во время дискуссий с Соловином и Габихтом выкристаллизовывались идеи нашего героя, которые в конечном счете приведут его ко всемирной славе. 1905 год в истории науки называют «годом чудес». Именно тогда Альберт Эйнштейн опубликовал ряд статей, перевернувших представление о физике, и породил несколько новых ее направлений. Одна из этих статей, судя по всему, поставит точку в поисках эфира, а за другую он позже получит Нобелевскую премию. Конечно же, существует огромное количество конспирологий на этот счет. Например, есть мнение, что такая продуктивность связана с его работой в патентном бюро. В одном конспирологическом видео на ютубе даже напрямую сказано, что подлый воришка Эйнштейн работал в патентном бюро и имел доступ к инновационным знаниям в области теоретической физики. Там-то он и подглядел теорию относительности, которую тайком присвоил себе. Ну, во-первых, никто не патентовал математические формулы или физические теории. Их публиковали в научных журналах, что автоматически закрепляло приоритет ученого. Чтобы иметь доступ к инновационным знаниям, Эйнштейну было достаточно просто выписывать один из таких научных журналов. Например, уже упомянутый Аналендер «Физик». В патентное бюро обращались не теоретики, а изобретатели. Патенты выдавались не формулам или уравнениям, а вполне конкретным вещицам, изобретениям, которые автор хотел закрепить за собой как интеллектуальную собственность. Однако говорить, что работа патентным клерком никак не отразилась на научных достижениях Эйнштейна, тоже неверно. Изучение патентов и представленных в них изобретений формировало направление мысли нашего героя. Он видел, какие устройства создают для облегчения обычной бытовой жизни людей, и это натолкнуло его на верную нить размышлений. Но давайте обо всем по порядку. Офис швейцарского патентного бюро находился в новом здании почтамта рядом с башней с часами, некогда городскими воротами. Эти часы, можно сказать, являются визитной карточкой Берна. Даже на почтовой марке, посвященной городу, они изображены. Но дело тут не только в том, что они были сделаны сразу после того, как был основан город, а в том, что эти часы являлись контрольными для близлежащей железнодорожной станции. По ним сверяли абсолютно все часы на станции, и даже поезда, проезжавшие через нее, подгоняли свое время под них. И вот мимо них, сверяя время и на своих собственных часах, каждый день шел на работу Альберт Эйнштейн. Он приходил в контору к 8 утра и до 16 часов занимался разбором патентных заявок 6 дней в неделю.
Работа ему нравилась. Он считал ее необычайно разнообразной, но и в то же время привычной. Он рос в семье бизнесменов, где патентовать какие-то изобретения было нормой жизни, а его тяга к мысленным экспериментам помогала ему представить, заработает устройство или нет. Так что очень быстро он выработал нюх на достойные заявки, требующие одобрения, или наоборот, на проходимцев, которых надо гнать поганой метлой. В общем, работа давалась ему довольно легко, и вскоре он наладил процесс так, что за несколько часов он разбирает то, что нужно делать весь день, а дальше занимается своей собственной научной работой. Начальник, конечно, ворчал на то, что на столе Эйнштейна постоянно валяется груда посторонних бумаг, но в целом-то чего бухтеть? Рабочую норму выполняют, ну и ладно. Наверное, это даже хорошо, что наш герой попал не в душную академическую среду, а именно в патентное бюро. Получив он столь желанное ранее место ассистента профессора, от него потребовалось бы штамповать научные статьи, которые всем должны понравиться, и не выражать сомнения в авторитетах. А тут наоборот, от него требуется скептицизм и недоверие к тому, что написано на бумаге. Начальник именно так и наставлял своих сотрудников. Будьте всегда начеку и не разрешайте себе быть излишне доверчивыми к заявкам. По умолчанию изобретатель не прав, и он должен убедить вас в том, что именно его изобретение будет работать. Такая атмосфера недоверия к тому, что кажется очевидным, очень сильно повлияла на Эйнштейна. Именно на время работы в патентном бюро пришелся его самый бурный творческий период. Однако это связано не только со скептицизмом. Не нужно думать, что по приходу туда у него открывалась какая-то чакра, и гениальные идеи начинали сыпаться, как из рога изобилия. Так действительно можно прийти к мнению, что все его наработки он углядел в патентных заявках. На самом деле перед нами большая совокупность факторов. Во-первых, как я уже сказал, атмосфера и наличие свободного времени. Во-вторых, Эйнштейн наконец-то разрешил свои семейные трудности. Жена под боком, растет сын, есть заработок. Ему больше не нужно метаться между вакансиями, пытаясь урвать какие-нибудь крохи хлеба частными уроками. Теперь он мог сфокусироваться на научных проблемах, над которыми он работал еще во время учебы в политехникуме. Это в-третьих, и это главное. Эти исследования не взялись с потолка патентного бюро. Он уже работал над этими вопросами несколько лет, и совокупность всех перечисленных факторов и привела его к комфортным условиям, позволяющим разрешить эти задачи. Так над чем же тогда работал Эйнштейн? На самом деле физика тогда была в тупике. И речь идет даже не о том, что ученые ничего не понимали, а совсем наоборот. К началу 20 века физики были уверены в том, что открывать уже особо и нечего. Осталось добавить пару штрихов к уже сформировавшимся концепциям, и все, наступит светлое будущее. Нужно было только разгадать природу световой волны и обнаружить эфир. Но тут пришел Эйнштейн и все испортил одним своим письмом Конраду Габбехту, своему другу по Академии Олимпия. Милый Габбехт, между нами длилось священное молчание. И то, что я прерываю его своей малозначительной болтовней, кажется кощунством. Чем занимаетесь? Почему не присылаете мне свою диссертацию? Разве вы, жалкая личность, не знаете, что я буду один из 1,5 парней, которые прочтут ее с интересом? Не удивляйтесь нахальному тону, они всегда между собой так общались в своей академии. Будто бы у вас нет такого друга, с которым вы общаетесь с помощью подколов. Если вы пришлете мне эту диссертацию, то я вам обещаю прислать в ответ свои 4 работы. Первая посвящена излучению и энергии света. Она очень революционна, как вы сами сможете убедиться. Вторая работа содержит определение истинной величины атомов. Третья доказывает, что тела размером 0,01 мм, взвешенные в жидкости, испытывают видимое беспорядочное движение, обязанное тепловому движению молекул. Четвертая пока находится в стадии черновика. Она представляет собой электродинамику движущихся тел и меняет представление о пространстве и времени. Звучит впечатляюще, однако давайте по порядку. В этом списке он определил как революционную только первую работу, и называется она «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света».
Я согласен, немного странное название. Эвристической значит неполной, незавершенной или, с позволения сказать, гипотетической. Но на самом деле это был огромный прорыв в физике, который приведет Эйнштейна к его единственной Нобелевской премии. Эта статья, опубликованная в Annalen der Physik 17 марта 1905 года, содержала утверждение, что приходящий свет можно рассматривать не только как волну, но и в виде небольших заряженных пакетов, квантов света. Да, друзья, нам предстоит немного занырнуть в квантовую механику, отцом которой заслуженно считается немецкий физик-теоретик Макс Планк. Дальше у нас пойдет квантмех, так что, с вашего позволения, я отправлю одно письмо. Молодой человек, будьте любезны. Куда отправить? Отправьте это на улицу Шкловского. Макс Карл Эрнст Людвиг Планк родился в 1858 году в городке Киль, в то время датском. Его семья принадлежала к старинному дворянскому роду. Отец Иоганн Юлиус Вильгельм фон Планк был профессором юриспруденции, а дед и прадед так вообще профессора теологии в Геттингенском университете. В общем, семья не бедствовала. В 1967-м отец получил должность профессора в Мюнхенском университете. Так юный Макс Планк оказался в столице Баварии. Он был одним из лучших учеников в классе, причем не только в естественно-научных дисциплинах, но и, например, в музыке. И кто знает, развиваясь история по немного другому пути, мы бы сейчас знали не великого физика Макса Планка, а, например, знаменитого композитора или виртуозного исполнителя. Но все-таки Планк выбрал физику и в 1874 году стал студентом Мюнхенского университета. Рассказывают, что немецкий профессор Филипп Жали пытался отговорить новоиспеченного студента от занятий теоретической физикой. В этой области делать особо нечего, ведь уже почти все открыто, осталось утрясти пару незначительных моментов. Тем не менее, Планк не стал слушать такие советы. Более того, на 2 семестра он перебрался в Берлинский университет, где его наставниками стали Густав Киргоф и Герман Гельмгольц. В 1979-м Планк защитил диссертацию. Помотавшись по стране, с 1989-го Макс Планк снова осел в Берлине, а через 5 лет стал действительным членом Прусской академии наук. До этого момента его больше всего занимали термодинамика и закон сохранения энергии. Но тут Планк заинтересовался одной из последних нерешенных проблем физики, как тогда думали. В то время в крупных городах газовые фонари активно меняли на новые, электрические, а промышленности требовался новый стандарт интенсивности света. Но все еще не было надежного понимания, как распределяется энергия излучения нагретого тела в зависимости от его температуры и длины волны света. Ну или, грубо говоря, как сделать лампочку, чтобы она светила ярче, свет при этом был приятный, а расход энергии как можно меньше. Свечение нагретых тел приближенно описывает модель так называемого абсолютно черного тела. Это объект, который полностью поглощает падающий на него свет, ничего не отражая. Часто из этого термина возникает недопонимание, как черное тело может светиться. Ну как, вот, например, есть кусочек угля, и пока он холодный, он довольно черный, но отлично светится, если его нагреть. Так вот, имеющееся тогда математическое описание излучения черных тел работали плохо. Если теорию под эксперимент удавалось подогнать в области коротких длин волн, то возникали проблемы в длинных волн, уж простите мое косноязычие. И наоборот, удачное описание длинноволнового участка спектра вдруг показывало, что в коротковолновом все тела должны светить бесконечно ярко, бред же! Планку удалось получить эмпирическую формулу, которая хорошо описывала короткие и длинные волны. Предсказания этой формулы удивительно точно накладывались на экспериментальные данные. Но чтобы это выражение не выглядело просто как удачная догадка, ему нужно было бы придать физический смысл. Как излучение меняется с длиной волны света, стало понятно. Теперь нужно было объяснить, почему оно так делает.
И вот с физическим обоснованием вышло интересно. Планк представил, что вещество излучает и поглощает энергию, когда в нем взаимодействуют некие заряженные осцилляторы. Можно представить их как зарядики на эластичных пружинках, которые, колеблясь, излучают и поглощают электромагнитные волны. Но чтобы найти энергию этих осцилляторов, необходимо знать, сколько возможных конфигураций имеет собранная из них система. Тогда-то Планк и предположил, что энергию можно передавать отдельными порциями, или, как их потом назвали, квантами. При этом энергия зависит от частоты света вот таким простым соотношением. H – это константа, которая сейчас носит название постоянной Планка. И пазл сошелся. 14 декабря 1900 года на заседании немецкого физического общества Макс Планк представил вывод своей формулы. Эту дату можно условно считать днем рождения квантовой физики. Парадоксально, но Планк был довольно консервативным по научному мировоззрению ученым. Одно время он даже не очень-то верил в существование атома как носителя химических свойств вещества. И свой новый метод описания излучения нагретых тел, то есть квантования энергии, воспринимал именно как математический метод. Никаких фотонов, как переносчиков электромагнетизма, быть не могло. Свет – это волны, что показал еще в 17 веке Христиан Гюйгенс. И эти самые осцилляторы тоже никакие не атомы, а просто математическая абстракция. Можно сказать, что Макс Планк поначалу не понял, какого черта из табакерки выпустил. И еще много лет ученый тратил огромные усилия на попытки привести ростки нарождающейся новой физики, которую сам и породил, к более классическому виду. Спасибо, Вячеслав. Вот таким нехитрым образом Макс Планк создал целое направление физики, хоть сам того и не хотел. Что говорите, открывать больше нечего? Ну-ну. Это бросало серьезный вызов классической физике и, в частности, волновой теории света. В чем был физический смысл этой таинственной постоянной Планка? Неужели это всего лишь хорошо подобранная формула, просто наугад? Это был большой вопрос. Но помимо него возникла и еще одна загадка, требующая объяснения – фотоэлектрический эффект. При падении света на металлическую поверхность происходило излучение электронов. Падающий свет расшатывает электроны и вырывает их из металла. Происходит фотоэффект. Экспериментами с фотоэффектом в 1901 году занялся немецкий физик Филипп Ленард. Он пришел к необычному выводу, что энергия каждого выбитого электрона вообще не зависит от интенсивности падающего на металл света. Эта энергия зависит от частоты, то есть, грубо говоря, того, какого цвета лампа, которой мы светим. Ленард не совсем понял, что все это значит, и просто опубликовал результаты своих экспериментов в 1902 году. И тут явился Эйнштейн, который следил за работами двух ученых и размышлял над проблемой 4 года. Он объединил практику и теорию и объяснил результаты с фотоэффектом Ленарда как раз постоянной Планка. То есть цвет лампы влияет на энергию каждого электрона, а яркость влияет на общее количество оторвавшихся электронов. В этом и крылся физический смысл загадочной константы. Свет – это частица, а энергия этой частицы определяется частотой и постоянной Планка. Об этом Эйнштейн и написал в своей статье 1905 года, с которой и начался Год чудес. Энергия луча света не распределяется непрерывно, а состоит из конечного числа отдельных энергетических квантов, локализованных в точках пространства. Причем излучаться и поглощаться они могут только неделимыми порциями. Эти порции Эйнштейн назвал квантами света, энергия которых зависела от частоты. И это была революция. На первый взгляд не совсем понятно, в чем же заключается эта революция. Звучит, будто бы Планк выдвинул квантовую теорию, а Эйнштейн просто пришел и сказал: «Да, все так и есть», и получил за это Нобелевскую премию. Но не совсем. Планк выдвинул квантовую модель лишь как математический прием, не связанный с реальностью. Ленард получил экспериментальные данные, которые не поддавались объяснению. А вот Эйнштейн возвел математический мост между теорией и практикой. Важно именно то, что он доказал, что модель Планка – это не гипотеза, а реальность.
которая и объясняет результаты Ленарда. Кванты света – это не математический прием, а реально существующие объекты. Впервые в истории наука получила доказательство того, что свет – это частицы, те самые пакеты энергии, кванты света, которые через 20 лет назовут фотонами. При этом Эйнштейн не призывал отказываться от волновой теории, которая тоже получила множество подтверждений и, по его мнению, продолжала быть полезной для науки. В этом и выражается знаменитый корпускулярно-волновой дуализм. Свет – это одновременно и волна, и частица. Эйнштейн писал, что великая работа Планка будто бы выбила фундамент из-под физики, и до момента публикации прорывной статьи 1905 года нового твердого основания нигде не было видно. Из уравнений Эйнштейна позже будет выведен экспериментально проверяемый закон фотоэффекта, за что наш герой и получит Нобелевскую премию. И тем удивительнее, что консервативность Планка все равно взяла верх. Даже перед лицом таких доказательств он не смог взглянуть на свою гипотезу как на физическую истину и до конца своей жизни будет пытаться примирить свою модель с классической механикой. Он, конечно, высоко оценил статью Эйнштейна, но в самых революционных ее моментах счел, что его младший коллега зашел слишком уж далеко. Что касается реакции Филиппа Ленарда, то это отдельная и очень печальная история. Но еще более парадоксальным звучит то, что и сам Эйнштейн со временем будет становиться все более равнодушным и скептично настроенным по отношению к квантовой теории. Отчасти это связано с тем, что модель квантов в некоторых местах будет плохо согласовываться с теорией относительности, которую он же и разработает. Но даже когда квантовая механика стала общепринятой, на закате своей жизни он напишет своему другу: Все эти 50 лет размышлений не приблизили меня к пониманию того, что же это такое квант света. 10 минут квантмеха, как 10 лет жизни. Вот такой прорыв совершил никому особо неизвестный клерк патентного бюро. При этом у Альберта Эйнштейна к тому моменту даже не было докторской степени, что он следом и решил исправить. Второй работой, упомянутой в письме к Габбихту, которое я ранее вам зачитывал, была диссертация, новое определение размеров молекул, которую он отправил в Цюрихский университет в июле 1905 года. Для диссера желательно было выбрать какую-нибудь безопасную или нейтральную тему. Сложно ожидать, что консервативные профессора примут к рассмотрению диссертацию, где вся классическая физика вертится Эйнштейном на земной оси. Наш герой занялся расчетом числа Авогадро, то есть количество молекул в определенном объеме вещества. Сейчас общепринятым его значением является 6,22 умноженное на 10 в 23 степени. Довольно большое число, и ученые на протяжении всего 19 века пытались его вычислить, хотя бы приблизительно. Интересно, однако, то, что Эйнштейн один из первых, кто произвел расчет в жидкости, а не в газе, как это делали приблизительно все. Ну а что? Настоящий бунтарь бунтует всегда и во всем. Для расчетов он использовал раствор воды и сахара, и с помощью данных по вязкости получил, пусть и не сразу, довольно точные результаты. 6,5, опять же умноженные на 10 в 23 степени. Вполне неплохо, если учитывать, что его современники порой ошибались в десятки раз. В целом, сама работа представляет для нас не так много исторического интереса. Важно здесь то, что Цюрихский университет принял диссертацию, а наш герой получил звание доктора наук. Но все это никак не помогало вывести молекулы и атомы из разряда гипотезы. Посчитал ты гипотетическое количество гипотетических молекул. И что? Это ведь никак не доказывает их реальность. Поэтому сразу же после диссертации Эйнштейн засел за новую статью, где уже подробно рассматривает именно признаки существования этих невидимых частиц. И помогло ему так называемое Броуновское движение. Своим названием это движение обязано шотландскому ботанику Роберту Броуну, который в 1828 году обнаружил, что микроскопические частицы пыли, взвешенные в воде, пребывают в хаотичном движении, качаются и блуждают.
80 лет ученые пытались понять, что заставляет эти частицы пыли беспорядочно двигаться в разных направлениях. Было выдвинуто огромное количество гипотез, от микротечений в воде до воздействия света. Но после разработки кинетической теории было выдвинуто более правдоподобное объяснение. Частицы пыли двигаются из-за непрерывных столкновений с молекулами воды. Звучит правдоподобно, но есть тут одна загвоздка. Молекула воды в 1000 раз меньше частицы пыли, и ей просто не хватит силы, чтобы сдвинуть пылинку. Это как если комар попытается сдвинуть автобус, стоящий на ручнике. Но Эйнштейн в своей статье применил статистический анализ и пришел к выводу, что да, все верно, удар одной молекулы воды не сдвинет частицу пыли, но молекула ведь не одна. В любой заданный момент времени в пылинку с разных сторон врезаются 1000 молекул, и в какой-то момент частица получит больше толчков с одной конкретной стороны и сдвинется. В следующий момент она может получить еще большее количество ударов с другой стороны и сдвинется снова. В результате частичка пыли будет подвергаться непрерывной бомбардировке и смещаться в случайных направлениях. Далее, благодаря опять же статистическому анализу и своим расчетам числа Авогадро в жидкости, он смог даже предсказать общее расстояние, на которое будет смещаться частица за определенный момент времени. Он определил, что при температуре в 17 градусов по Цельсию для взвешенной в воде частицы размером 0,01 мм среднее смещение за 1 минуту будет равно 6 микронам. Это был вполне конкретный результат, который можно проверить. Этими словами он и закончил свою статью призывом к экспериментаторам. Если предсказанное Эйнштейном расстояние окажется верным, то это станет большим шагом к доказательству того, что молекулы существуют в реальности. И все эти предсказания подтвердились. Через несколько месяцев немецкий физик Генри Зидентопф в результате наблюдений через мощный микроскоп получил именно то расстояние, которое рассчитал наш герой. С этих работ и начался год чудес. Квантовая механика, молекулярная теория. Этого уже хватило бы, чтобы запомнить Эйнштейна как великого физика. Но главной его статьей в 1905 году стала работа, которую он в письме к Габбихту назвал неоконченным черновиком, который в итоге изменит представление о пространстве и времени. Эта статья называлась «К электродинамике движущихся тел», и в ней была изложена специальная теория относительности. Если коротко, то история наша начинается с Галилео Галилея. Ладно, я действительно постараюсь попроще и покороче. В общем, начинается все с классической механики, отцами которой являются Галилей, Ньютон и еще целый ряд натурфилософов. Они подарили нам очень простую и понятную механическую вселенную, где яблоко падает с дерева, планеты вращаются вокруг Солнца, а кометы машут своими хвостами. И все это происходит по одним и тем же законам природы. Есть масса, есть расстояние, есть и сила притяжения. Все вроде как понятно. Самое главное для нас именно сейчас – это принцип относительности Галилея. Заключается он в том, что в системах отсчета, движущихся с равномерной скоростью, действуют одинаковые законы природы. Скажем, если вы находитесь в трюме плавно идущего корабля, то вы и не заметите движения. Предметы будут падать в те же места, над которыми их бросили, а звуковые волны будут распространяться обычным образом, потому что воздух, который их разносит, тоже двигается вместе с кораблем. Аналогично дела будут обстоять и в другом корабле, который движется вам навстречу или плывет поперек вашего движения. Любой такой корабль, если он движется с постоянной скоростью, это инерциальная система. И в общем-то все такие системы отсчета равноправны и неотличимы друг от друга. При этом нельзя понять, какая из них на самом деле движется, а какая нет. В этом и заключается принцип относительности. Давайте зафиксируем. Теперь снова поговорим о свете. Как я говорил ранее, свет со времен Христиана Гюйгенса воспринимался как продольные волны, распространяющиеся внутри некой среды, эфира. Им объясняли почти любые оптические эффекты. Световым эфиром объясняли все на свете.
Какой каламбур получается. И чем дальше, тем запутаннее становились объяснения. Ввели поперечные волны, чтобы объяснить нестыковки. Получили, что эфир — это твердое тело высокой прочности, еще и прозрачное для других тел. В итоге еще больше запутались. Одно оставалось неизменным. Эфир служит средой для распространения световых волн, как воздух для звуковых. И вот пришло время для нового научного прорыва. Его совершил Майкл Фарадей. Самоучка, но гениальный самоучка. Он открыл электрические и магнитные поля и описал их свойства. Он показал, что магнитное поле создает электрический ток и наоборот. И это дало большой толчок в развитии не только науки, фундаментальной и непонятной обывателям, но и принесло много нового в жизни простых людей. Именно открытия Фарадея дали хлеб таким людям, как отец Альберта Эйнштейн. Эстафету исследований принял Джеймс Клерк Максвелл, который подытожил Фарадея и других исследователей в этой области и, скажем так, выдал базу электродинамики. Он вывел изящные уравнения, которые объясняли, как ведут себя электрические и магнитные поля, объясняли электромагнитную природу света и реальность электромагнитных волн. Они даже предсказывали такие явления, как радиоволны. Уравнения Максвелла стали действительно большим шагом в понимании электромагнетизма и не раз подтверждались экспериментами. Наш герой Альберт Эйнштейн писал о них как о самом выдающемся открытии в науке со времен Ньютона. И это действительно так, но образовалась новая проблемка. При попытке объединить классическую механику Ньютона и теорию электромагнитного поля Максвелла, физика сломалась. Проблема оказалась в том, что уравнения Максвелла совершенно не удовлетворяли принципу относительности Галилея. Смотрите, в чем заковырка. Снова вообразим себя на корабле, на очень быстром корабле. Вот мы плывем навстречу какому-то неподвижному источнику звука, и получается так, что звуковые волны прибывают к нам быстрее. Скорость звука плюс скорость нашего корабля. Скорости суммируются. И по идее, если свет — это волна, которая распространяется в среде, то точно такой же эффект мы должны получить, если будем двигаться в направлении источника света. Скорости световая и наша должны суммироваться. Ну, по крайней мере, по классической механике. Но по Максвеллу этого не происходит. Наша скорость и скорость света не суммируются. Как бы быстро мы ни мчались в направлении источника света, этот самый свет будет прибывать к нам с одной и только с одной скоростью. Почти 300 тысяч километров в секунду. Наметился некоторый парадокс, не находите? Эту проблему решил сам Максвелл, и решил он ее эфиром. Но не как переносчиком световой волны, а как особой преимущественной системой отчета. Есть много разных систем отчета: корабль, тележка, планета Земля, и каждая из них движется по-своему. Но все они движутся внутри одной гигантской главной системы отчета – мирового эфира. И уравнения Максвелла работают именно для нее. А если они как-то неправильно работают у вас, значит, это вы как-то неправильно движетесь. В итоге эфир стал теперь не только переносчиком света с газожидко-твердыми физическими свойствами, без массы и вязкости, невидимой, но всепроникающей, но теперь он еще стал и верховной системой отчета. И вот это уже в некотором роде согласовывалось с классической механикой, ведь еще Ньютон говорил, что есть абсолютное время и абсолютное пространство. И вот эта высшая эфирная система отсчета и стала этим самым абсолютным пространством. Конечно же, все кинулись искать этот самый эфир и выяснять, как он взаимодействует с обычным веществом. Начались эксперименты с поиском, много экспериментов, а следом появилось и много гипотез. Одни исследователи предполагали, что эфир в целом неподвижен, но чуточку увлекается движущимися в нем телами и создает вокруг них пузыри, по аналогии с атмосферой. Другие считали, что он увлекается не чуточку, а прям полностью и создает при этом мощный эфирный ветер. Доходило и до некоторой экзотики. В один момент появилась гипотеза о том, что Земля — это единственный неподвижный относительно эфира объект, а все остальное, то есть планеты, Солнце, дальние звезды и вообще вся Вселенная, вращаются вокруг Земли. Лицо Коперника представили?
Но это уже на уровне бреда, конечно. Ученые, которые еще не выжили из ума, стали проводить эксперименты по обнаружению этих самых эфирных ветров. И, наверное, самый известный такой эксперимент в 1887 году поставили Альберт Майкельсон и Эдвард Морли. Суть эксперимента заключалась в том, что они расщепляли луч света на два перпендикулярных потока, а потом снова сводили их вместе на хитроумном экране. По идее, один луч должен был идти вдоль эфирного ветра, а второй поперек, и тем самым он должен немного задерживаться. Но этого не произошло. Лучи сходились без задержек в одно и то же время, что явно свидетельствовало о полном отсутствии эфирного ветра. Возникла дилемма. Если эфир существует, а он ведь не может не существовать, то почему же ни одним экспериментом не удается обнаружить его признаков? Наиболее известную гипотезу, объясняющую это, в 90-х годах 19 века выдвинул голландец Хендрик Лоренц. Он предположил, что все твердые тела при движении через эфир слегка сжимаются. Причем сжимаются именно настолько, чтобы любое влияние эфира на свет невозможно было увидеть. Позже это прозвали сокращением длины Лоренца, но это было еще не все. Лоренц вывел еще и преобразование времени. То есть существует некое общее абсолютное время, эдакие эфирные часики, которые тикают во всей Вселенной. Но здесь, на Земле, у нас есть свое локальное, местное время. Такие преобразования уравнений Максвелла помогали залатать дыры в эфирной теории, но Лоренц воспринимал это исключительно как математический прием. То есть у нас есть эфир, у нас есть абсолютное пространство и абсолютное время, но для удобства мы будем сжимать расстояние и корректировать время, просто потому что нам так удобнее считать. По сути, Лоренц, не совсем понимая серьезность этих гипотетических, на его взгляд, построений, заложил базовый фундамент для будущей специальной теории относительности Эйнштейна. Многие из его идей найдут потом свое отражение в работе нашего героя, но консерватизм, присущий большинству ученых того времени, не позволил самому Лоренцу взглянуть на эти идеи как на реальность и отбросить один единственный, но самый важный элемент во всем этом уравнении пространства и времени. И тут на сцену выходит человек, который сделал один из самых решительных шагов в сторону от закостенелых предубеждений. Он построил то, на чем зиждется практически вся специальная теория относительности. Этим человеком был... Нет, не Альберт Эйнштейн. Этим человеком был Жюль-Анри Пуанкаре. И дальше дело ясное, что дело темное. Макар Архимедович, будьте любезны, пролейте свет на этот вопрос. Жюль-Анри Пуанкаре – выдающийся французский математик и один из главных героев истории специальной теории относительности. Он родился 29 апреля 1854 года, то есть за 25 лет до рождения Альберта Эйнштейна. Пуанкаре считается одним из последних, если не самым последним математиком-универсалом, наряду с такими математиками, как Давид Гильберт или Андрей Николаевич Колмогоров, ведь его работы охватывали чуть ли не все области современной ему математики. На момент появления специальной теории относительности Эйнштейна он был уже состоявшимся ученым с громким именем и занимал должность президента французского бюро Далгот. В начале 20 века одной из главных задач этого бюро была синхронизация местного времени, и это, в свою очередь, подтолкнуло Анри к размышлению о самой природе времени. Если перед нами стоит задача синхронизации всех часов на планете, то почему бы не синхронизировать их с абсолютным эфирным временем? Так Пуанкаре погрузился еще и в вопросы эфиродинамики и в конечном счете пришел к работам Лоренца и, что важно, основательно их дополнил.
Во-первых, он указал, что местное время — это не просто математический прием, а действительное время, которое можно измерить. Во-вторых, сокращение длины, которое ввел Лоренц, в сочетании с концепцией местного времени, по сути, исключают возможность обнаружения эфира. Да, ко всем чудесным свойствам загадочной субстанции добавилась еще и практически полная невидимость для всех видов измерений. То есть эфир как бы есть, но обнаружить его нам почти невозможно. Однако, будучи сторонником того, что вообще все физические концепции являются лишь продуктами соглашений между учеными, он считал, что такие понятия, как пространство и время, сами по себе не имеют значения. Они что-то означают лишь как результат соглашения между людьми. То есть местное время — это лишь то, как ученые договорились синхронизировать часы относительно эфира. Несмотря на все это, он исправил некоторые неточности Лоренца в преобразованиях и доказал, что уравнения Максвелла Лоренц-ковариантны, то есть не меняют свой вид при подстановке преобразований Лоренца. Это был очень значимый результат не только с точки зрения физики, но и математической физики. Вообще Пуанкаре вывел почти весь математический фундамент специальной теории относительности, сформировал в качестве предположений принцип постоянства скорости света и всеобщий принцип относительности, не только для механики, как у Галилея, а с учетом преобразований Лоренца. Вероятно, у кого-то возникает вопрос, может тогда именно Пуанкаре стоит считать автором теории относительности, за счет которой прославился Эйнштейн? Ну, строго говоря, это не совсем так. Безусловно, Пуанкаре можно по праву считать одним из авторов теории относительности, но его концепции все еще работали в рамках абсолютного эфирного времени и пространства. Местное время было для него лишь условностью, договоренностью между учеными. И главное, хоть он и считал, что эфир невозможно обнаружить, все же полагал, что эфир существует. По сути, Анри Пуанкаре остановился в одном шаге от революции. И хоть в интернете до сих пор ведутся споры о том, кто же является главным, настоящим автором специальной теории относительности, мы можем смело утверждать, что решающий шаг сделал именно Альберт Эйнштейн. Спасибо, Макар, это было интересно. Что ж, я надеюсь, после такого рассказа вы наглядно увидели, какой путь проделали физики от Галилея до Эйнштейна. Пора бы уже и нашему герою ворваться в эту историю и сделать, как сказал Макар, этот решающий шаг. Свой путь к теории относительности Эйнштейн начал еще будучи подростком, когда вообразил себя летящим рядом с лучом света с той же скоростью. Помните, я рассказывал об этом в первой главе? Еще тогда, в результате этого мысленного эксперимента воображения юного Альберта возникал парадокс. Если я лечу рядом с лучом со скоростью света, я должен воспринимать этот луч света в виде остановившегося во времени, но колеблющегося в пространстве электромагнитного поля. Но все говорит о том, что это невозможно. Представление о застывшем луче света инстинктивно казалось ему неправильным. Но одного этого, конечно же, было мало. По сути, все то, о чем я вам рассказывал в предыдущих 2 главах, и стало теми кирпичиками, из которых складывался научный талант Эйнштейна. С ранних лет он пристрастился к мысленным экспериментам, которые помогали ему визуализировать то, что сложно выразить на бумаге. Чтение философии Юма и Маха в Академии Олимпия, а также многие обстоятельства его жизни взрастили в нем скептицизм и сомнения в авторитетах. Работа с отцом и дядей Якобом с электрооборудованием дала ему представление о практических вещах. Но самое главное – его глубокие познания в теоретической физике. В каких бы жизненных обстоятельствах он ни оказывался, в какие бы передряги ни попадал, он всегда продолжал развиваться в этой области и впитывать в себя все новые и новые знания передовых направлений физической науки. Было и еще кое-что. Патентное бюро.
Среди заявок на патенты, которые разбирал Эйнштейн, было множество электромеханических изобретений, главной целью которых была синхронизация часов с помощью электрических сигналов. За время работы нашего героя в Берне было выдано 28 подобных патентов, и было бы глупо отрицать, что это никак не повлияло на ход мыслей молодого физика. Да и сам Эйнштейн не отрицал этого влияния. Он говорил, что работа в бюро стимулировала к тому, чтобы видеть физические выводы из теоретических решений. Но не стоит в данном случае переоценивать влияние патентных заявок. Хоть он и объяснял свою теорию, используя образ часов, и сама по себе она связана со временем, главный ее смысл – это движение в пространстве и времени, а этого в патентных заявках как раз не было. Как я уже сказал, это могло лишь направить ход мыслей Эйнштейна, где он уже сам прокладывал себе путь и ставил свои собственные мысленные эксперименты. Но было и еще одно обстоятельство, которое повлияло на его прорыв в понимании пространства и времени. Близкий друг Мишель Бессо, который выступил в качестве резонатора идей. Они познакомились еще в годы учебы Эйнштейна в Цюрихском политехникуме и стали близкими друзьями. Иногда говорят, что они были сокурсниками, но это неверно. Бессо закончил политехникум за 5 лет до Эйнштейна. Мишель даже женился на одной из дочерей Винтейлер, сестрой той самой Марии, которая была первой любовью нашего героя. Позже Альберт переманил Мишеля в Берн на работу в патентное бюро, и каждое утро они проходили мимо знаменитых башенных часов, обсуждая физические проблемы. В этих обсуждениях и родились революционные идеи Эйнштейна. Но давайте по порядку. Еще в студенческие годы у Альберта не складывалось понимание физического смысла эфира. Неясно, зачем вводить в теорию электричества какую-то особую среду с таким набором непонятных свойств. Твердый, но без массы, прозрачный и вездесущий, неуловимый для приборов, но необходимый для расчетов. Эйнштейн читал об экспериментах по обнаружению и видел, что каждый раз результат был нулевой. Он решил создать свою теорию и разобраться, где же правда. Он решил строить ее сверху вниз, как это называют, с помощью дедукции, и вывел 2 постулата, из которых вытекал ряд следствий. Его первым постулатом стал принцип относительности, утверждающий, что для всех систем отсчета, движущихся с постоянной скоростью, все фундаментальные законы физики, включая и уравнения Максвелла, будут одинаковыми. Нет какой-то особенной системы отсчета, которая была бы главнее других. Все эти системы равноправны. Вторым постулатом стало постоянство скорости света. Неважно, с какой скоростью двигаетесь вы, неважно, с какой скоростью движется источник излучения, скорость света будет все равно одна и та же. После этого он приступил к решению имевшихся противоречий. Что происходит со временем, пространством и скоростью света? Решение к нему пришло как раз во время одной из утренних бесед с Мишелем Бессо по пути на работу. Пока они шли мимо башенных часов и видели, как поезда прибывают на железнодорожную станцию точно вовремя или, наоборот, опаздывают, к нему вдруг пришло решение. Для чего вообще нужна синхронизация часов? И что такое одновременность? Позже он объяснит это на примере очередного мысленного эксперимента с поездами. Предположим, молнии одновременно ударили в 2 точки на железнодорожной платформе. А что имеется в виду под этим «одновременно»? Давайте разберемся. Одновременным это событие будет для наблюдателя, стоящего на платформе точно посередине между 2 этими точками. Свет от обеих молний пройдет до этого наблюдателя одинаковое расстояние за одинаковое время. И если он увидел 2 молнии в одно и то же время, то они ударили одновременно. Ну а давайте теперь представим, что мимо платформы ехал очень быстрый поезд, и его пассажир тоже увидел, как бьют молнии. Находясь также посередине между молниями, но пребывая в быстром движении, он успеет немного приблизиться к одной из точек, и свет от одной молнии дойдет до него раньше, чем свет от другой. А следовательно, он увидит их в разное время и будет уверен, что события были не одновременными. И кто же в таком случае прав? Наблюдатель, стоящий на платформе, или наблюдатель, едущий в поезде? Они оба правы.
На самом деле нет никакой абсолютной одновременности. То, что было одновременно для одного, не было таковым для другого. И принцип относительности говорит, что они оба правы, ведь их системы отчета равноправны. На самом деле нет никакого абсолютного времени. Время относительно. И для каждой системы отчета оно может идти по-разному. Концепция абсолютного времени была важной частью физики со времен Исаака Ньютона. Когда эфир стал главной системой отчета, стали предполагать, что есть какие-то главные часы, которые тикают во всей Вселенной, и все должны по ним сверяться. Но, как вы могли заметить из этой длинной истории, к этой концепции начали накапливаться вопросики. Абсолютное время критиковал и Эрнст Мах, и Анри Пуанкаре. Как сказал Макар, французский математик ввел даже понятие местного времени, правда, как условность, договоренность между учеными, и его местное время все равно так или иначе относилось к абсолютному, эфирному времени. Эйнштейн же пошел много дальше и предложил, что вообще нет никакого абсолютного времени. Во всех системах отчета действует свое местное, то есть относительное время. А раз нет абсолютного времени, то нет и абсолютного пространства. Нет какой-то главной системы отчета, которая была бы приоритетной перед другими. Нет той особой среды, для которой действуют свои законы природы. В этой модели пространства и времени такая среда просто не нужна. Этой приоритетной системой отчета считался неуловимый мировой эфир, и Эйнштейн понял, что его не существует. И это был тот самый решающий шаг, на который не отважились ни Лоренц, ни Пуанкаре. Выкинуть эфир, который невозможно отследить или обнаружить, но который принимается на веру просто потому, что так принято. Эйнштейну было плевать на авторитеты науки. Он был готов отказаться от многовековых представлений, если они противоречили тому, что мы видим в реальности. В этом плане мне видится довольно уместным сравнить нашего героя с Иоганном Кеплером. Он имел точнейшие наблюдения Тихо Браги, которые отражали реальное положение дел, и, пытаясь построить теорию движения планет, стал отказываться от традиционных представлений, если они не сходились с действительностью. Так он избавился и от идеально круглых орбит, и от равномерного движения планет, по ним, в которых не сомневался ни Коперник, ни Галилей, но факты говорили о том, что они ошибались. То же самое можно сказать и об Эйнштейне. Он имел уравнение Максвелла, видел преобразование Лоренца и понимал, что в этом пазле картины мира есть одна лишняя деталь. Этой лишней деталью был мировой эфир. Существует огромное количество конспирологий, связанной с тем, что ученые были в одном шаге от разгадки эфира и вот-вот должны были привести человечество к новому уровню развития. Бесплатная энергия, сверхсветовые скорости и вечные двигатели были на расстоянии вытянутой руки. Но тут пришел Эйнштейн и все испортил. То ли по заказу мирового еврейского правительства, то ли по заказу нефтегазовых магнатов, не желавших терять свою прибыль. В эту историю впутывает даже одного из наших героев, Дмитрия Ивановича Менделеева, который вот прям нашел эфир и даже вписал его в одну из версий своей периодической таблицы химических элементов. Но следует напомнить, что он не нашел его, а предположил, как очень разреженный газ, атомный вес которого в 1000 раз легче водорода. Но это представление Дмитрия Ивановича базировалось на незнании того, что находится внутри атома. Дмитрий Иванович просто не знал, что нет и не может быть элементов легче водорода, о чем стало известно лишь после его смерти. Особенно интересно слушать про заговор нефтегазовых магнатов, учитывая, что Дмитрий Иванович Менделеев и сам был нефтяником. Короче говоря, все это открытие эфира является лишь гипотетическим предположением, которое он выдвинул в той теме, где каждый ученый хотел оставить свой след. На самом деле, предположение о том, что ученые были в шаге от открытия эфира, в корне неверно. И я именно поэтому привел такую длинную предысторию специальной теории относительности. Эфир не был путевкой в светлое будущее, он был тупиком в развитии физики. Ученые потратили огромное количество сил и ресурсов, чтобы его найти, и каждый раз результат был нулевой. Эфиру приписывали все более волшебные свойства и раз за разом сваливали на него все то,
что не удавалось объяснить. И вот когда сваливать дальше уже было невозможно, пришел Эйнштейн и одним легким движением обрушил весь этот многоэтажный карточный домик. И вот сюрприз! Стоило убрать из уравнения мировой эфир, как все тут же сошлось. И уравнения Максвелла перестали разваливаться, и преобразование Лоренца заработало, и пропали все противоречия. В общем, все это, за исключением, конечно, моих рассуждений о Кеплере и Менделееве, Эйнштейн изложил в статье к электродинамике движущихся тел, которую прислал в Annalen der Physik 30 июня 1905 года. Сначала он излагает два своих постулата о принципе относительности и о постоянстве скорости света. И далее, одним легким росчерком пера, перечеркивает эфир изящной фразы. Видение светоносного эфира кажется при этом излишним, поскольку в предполагаемой теории не вводится абсолютно покоящееся пространство, наделенное особыми свойствами. Далее он приводит определение одновременности и поясняет, что само время определяется, опираясь на это понятие. А раз события, одновременные для одного наблюдателя, могут не быть одновременными для другого, движущегося, то значит нет никакой абсолютной одновременности, а значит и абсолютного времени. Далее к аналогичному выводу он приходит и с пространством, которое тоже относительно. Интересно, что в конце он называет свою модель теорией инвариантов. То есть теория относительности он ее изначально не называл. Это через год сделал Макс Планк, когда назвал работу Эйнштейна «релятивитатс-теорией», то есть релятивистской, если переводить на русский, теорией относительности. Название прижилось, и еще через год ее так назвал уже и сам Эйнштейн. Заканчивается эта первая статья словами благодарности к своему другу. В заключении отмечу, что мой друг и коллега Мишель Бессо явился верным помощником при разработке изложенных здесь проблем, и что я обязан ему за ряд ценных указаний. Точка. Ни ссылок на работы других ученых, ни прочих благодарностей. Буквально через несколько месяцев, а именно 27 сентября 1905 года, Эйнштейн присылает в Annalen der Physik еще одну статью под названием «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?». Всего 3 странички, но именно в них содержалась легендарная формула эквивалентности массы и энергии. Та самая E равно mc квадрат, которая, можно сказать, стала визитной карточкой Эйнштейна и в некотором роде символом вообще всей физики. Правда, записана она была немного в другом виде. Если тело отдает энергию L в виде излучения, его масса уменьшается на величину L разделить на V в квадрате. Как видите, никаких E равно mc квадрат. В первоначальном виде энергия покоя, то есть E, была обозначена как L, а скорость света записана не как привычная нам c, а как заглавная V. Такими обозначениями Эйнштейн будет пользоваться до 1912 года, а потом в одной рукописи зачеркнет такой вид формулы и рядышком напишет новый, который и войдет в историю. А в чем вообще смысл этой формулы? Энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света. Что это значит? Это интересное следствие теории Эйнштейна. Смысл в том, что принцип относительности в сочетании с уравнениями Максвелла требует, чтобы масса была непосредственной мерой энергии, содержащейся в теле. То есть некое тело обладает энергией уже по факту своего существования, просто имея массу. Это было серьезным нововведением после классической механики, где энергия создавалась силами или движением. Эйнштейн же говорит, масса и энергия – это по сути проявление одного и того же свойства, и между этими величинами есть фундаментальная взаимосвязь. Если говорить чуть попроще, то в любой массе заключена энергия, и при определенных условиях эту энергию можно высвободить. А так как в уравнении присутствует скорость света, которая огромна, то и энергия получается колоссальной. Конечно, это не говорит о том, что можно взять килограмм картошки и аннигилировать его в 25 миллиардов киловатт в час. Нужен хотя бы распад до состояния чипсов. Да, под определенными условиями имеется в виду, например, ядерный распад и ядерный синтез. И в качестве примера для экспериментального подтверждения наш герой привел как раз соли радия, то есть
одной простой формулой Эйнштейн проложил путь к ядерной энергии. Правда, как показала история, привело это не только к положительным последствиям, но тогда Эйнштейн об этом не задумывался. Это была возможность получения огромной энергии путем малых затрат. К слову, Пуанкаре об этом тоже не думал, когда вывел эту же формулу до Эйнштейна. Да, Анри Пуанкаре в своих работах тоже выдвинул подобную формулу. Масса равна энергии, деленной на квадрат скорости света. Но это относилось только к энергии электромагнитной волны в эфире, и только. А у Эйнштейна это относилось к любой массе вообще. Сам Пуанкаре не придал особого значения этому моменту и позже даже критиковал свою собственную формулу. Вообще, вы уже наверняка заметили, что Пуанкаре сформулировал много идей, схожих с эйнштейновскими. Он сформулировал принцип относительности, критиковал концепцию абсолютного времени Ньютона, даже вот формулу эту вывел. Но есть одно важное отличие. Пуанкаре был в гораздо большей степени традиционалистом и признавал существование эфира, хоть и считал, что его невозможно обнаружить. Он пытался создать именно новую теорию электромагнетизма, а не переворачивать с ног на голову всю механику, и старался оставить как можно больше от классической науки. Он был действительно гениальным математиком, но когда он оказался на краю пропасти в шаге от революции, он отшатнулся назад, и странным это может показаться, только если мы будем недооценивать смелость Эйнштейна. Даже после публикации статей нашего героя, Пуанкаре не отказался от концепции эфира и абсолютного покоя. Он похвалил работы Эйнштейна, касающиеся квантов света, но что касается специальной теории относительности, он демонстративно промолчал. Если бы Пуанкаре принял эту модель как реальность, то он бы мог вполне обоснованно высказать свои претензии в вопросе приоритета. Ведь действительно, многие его идеи были опубликованы раньше. Мог бы разразиться великий скандал о том, кто же первый, и это было бы похлеще войны Ньютона и Лейбница за дифференциальное исчисление. Но нет, они сохранили молчаливый нейтралитет по отношению друг к другу. Вот, например, фотография 1911 года, где два автора теории относительности находятся в одном помещении, и, как мы видим, даже не дерутся. И все это потому, что Пуанкаре не принимал и не поддерживал теорию Эйнштейна до самой своей смерти в 1912 году. Наш герой, в свою очередь, высказался о вкладе Анри значительно позже и весьма положительно, хоть и подчеркнул различия со своими идеями. Схожая ситуация сложилась с Хендриком Лоренцем. Он тоже остался верен концепции эфира и высоко ценил то, как Пуанкаре доработал его теорию, при этом отмечая ее отличия от работ Эйнштейна. На одной из своих лекций Лоренц сказал: Господин Эйнштейн считает, что бессмысленно говорить о движении относительно эфира. Мне же приносит удовлетворение от сохранения старой интерпретации, согласно которой эфир обладает по крайней мере некоторой реальностью. Однако врагами они не стали, и даже наоборот поддерживали дружеские отношения и не раз встречались лично. Однако, помимо влияния Пуанкаре и Лоренца, возникает куда более тонкий и деликатный вопрос о влиянии на работу Эйнштейна Милевы Марич. Еще в 1901 году в письме к ней Альберт обронил фразу: «Как я буду счастлив, когда мы вместе доведем до конца нашу работу по относительности движения». Вместе доведем до конца нашу работу. Это породило многолетние дискуссии о том, каков вклад Милевы в разработку теории относительности. Некоторые считают, что она была полноценным соавтором в этой работе, и то, что в ранней версии рукописи стояло также и ее имя. Но что же мы видим в статье? Одна лишь благодарность Мишелю Бессу, с которым Эйнштейн просто беседовал по пути на работу, и никаких упоминаний жены. Предположения о соавторстве Милевы основываются на поздних рассказах, мол, Эйнштейн публично выражал жене благодарность как помощнику в решении его математических задач, но, кажется, на этом ее роль и ограничивается. Судя по всему, она помогала с проверкой математических выкладок Эйнштейна, который, как мы помним, тогда еще не был силен в математике, но, как можно посудить, новых идей она не выдвигала.
В их переписке нет ни одного свидетельства того, что она предлагала какие-то новые математические концепции или физические принципы. А эта самая рукопись с ее именем в качестве соавтора так никогда и не была найдена. Забегая вперед, можно сказать, что позже, когда их отношения испортились, брак был разорван и они стали прям врагами, Милева ни разу не высказала никаких претензий на приоритет каких-то своих идей в теории относительности. Много лет спустя их общий сын Ганс Альберт писал, что мама помогала ему решать определенные математические проблемы, но никто не мог помочь ему в выдвижении идей, то есть в творческой части работы. Как бы кому ни хотелось, не стоит переоценивать роль Милевы Марич в создании специальной теории относительности. Она помогала с решением математических задач, которые ставил сам Эйнштейн, и являлась вдохновителем или резонатором идей, которые опять же выдвигал сам Эйнштейн. Речи о полноценном соавторстве здесь не идет. Возможно, ее тоже следовало упомянуть в конце статьи наравне с Мишелем Бессо, но этого сделано не было. Почему? Этот вопрос история оставляет без ответа. Вообще, что касается плагиата, то по итогу этой главы у кого-то могло сложиться впечатление, что Эйнштейн просто приходил на все готовенькое, немного подправлял чужие работы и тем самым заслужил себе звание гения всех времен. На самом деле, главный талант Эйнштейна как раз и заключался в том, чтобы увидеть связь между, казалось бы, совершенно разными идеями и показать, как все это в совокупности объясняет реальность. Пока одни пользовались смелыми идеями лишь как математическими приемами, а другие выдвигали гипотезы, стараясь не выходить за рамки классической физики, Эйнштейн показывал, как все это находит отражение в реальном мире. Однажды сам Лоренц сказал, что эта теория является исключительной разработкой Эйнштейна, и даже если бы работы всех его предшественников не были бы написаны вовсе, он все равно сделал бы это. Эйнштейн единственный, кому удалось связать огромное количество разрозненных звеньев в одну цепочку теорий, объясняющую законы природы. И именно это сделало его одним из самых талантливых ученых в истории науки. Как-то раз порог швейцарского патентного бюро переступил молодой человек, прилично одетый, гладко подстриженный и с дорогими часами. Он остановил проходившего мимо сотрудника бюро и поинтересовался: «Извините, а где здесь можно найти Гера Эйнштейна?» Он очень удивился, услышав ответ, ведь этим самым сотрудником как раз и был Эйнштейн. Посетитель предложил прогуляться за беседой, и 2 часа они бродили по Берну, обсуждая физические вопросы. Этим посетителем был будущий нобелевский лауреат, а на тот момент ассистент Макса Планка, Макс фон Лауэр. Он прибыл в Берн, чтобы лично познакомиться с автором теории относительности, и был поражен, что такой талантливый физик работает не профессором в университете, а прозябает в патентном бюро. В один момент он предложил мне сигару, которая была настолько дешевой и мерзкой, что мне пришлось случайно уронить ее в реку. Но сам Эйнштейн поразил меня до глубины души. За эти 2 часа, что мы беседовали, он перевернул с ног на голову всю механику и электродинамику. Лауэр приехал в Берн по личному поручению Макса Планка, который стал первым крупным сторонником теории относительности. Планк был членом редколлегии журнала Annalen der Physik, куда и присылал свои статьи Эйнштейн, и был в числе первых, кто обратил на них внимание. Как он позже вспоминал, работа Эйнштейна, посвященная относительности, сразу же вызвала мой живой интерес. Как только статья была опубликована, Планк прочитал лекцию об относительности в Берлинском университете, а через год и сам написал статью по этой теме, где выступил в поддержку новой теории, которая, цитата, «согласуется со всеми основными физическими принципами».
Возможно, именно горячая поддержка Макса Планка и повлияла на то, что работы никому неизвестного клерка обратили на себя внимание всего научного сообщества. Они обменялись любезными письмами и даже договорились о личной встрече в Берне, но, как я уже сказал, в итоге приехал ассистент Макс Лауэр. Так понемногу начал формироваться круг из немногочисленных, но известных ученых, которые приняли теорию относительности. Конечно же, появились и противники, которые протестовали против отмены эфира. Герр Эйнштейн слишком неуважительно относится к основным концепциям физики. Пожалуйста, не трогайте наш эфир. Нас в этой теории почти все устраивает. Однако были и те, кто счел идеи Эйнштейна слишком абстрактными. Никаких экспериментов, одни домыслы, постулаты, которые невозможно понять и трудно вообразить. Следом подтянулись, конечно же, и антисемиты, утверждающие, что такую теорию никогда бы не выдвинул настоящий немец или англичанин. В ней есть что-то нездоровое, что-то иррациональное, что, впрочем, свойственно для характера иудеев, привыкших к абстрактным умозаключениям. В общем, теория относительности стала предметом оживленной дискуссии, но на первых порах это не принесло Эйнштейну какой-то выгоды. Эта изоляция и отрешенность от научного сообщества, которая поначалу была преимуществом, постепенно становилась препятствием на пути нашего героя. Он продолжал бомбардировать журналы своими новыми статьями, но предложений по работе не поступало. Его повысили в должности в патентном бюро, но место профессора в каком-нибудь университете так и не появилось на горизонте. И лишь в конце февраля 1908 года 29-летний Эйнштейн взобрался на академическую лестницу. Он написал очередную диссертацию и стал приват-доцентом в университете Берна, здесь же по соседству с патентным бюро. Должность приват-доцента – это самая низкая ступень в тогдашней научной карьерной лестнице. Она предполагает чтение лекций и проверку работ студентов, но не предполагает зарплату. А значит, место в патентном бюро бросать нельзя. И в итоге это стало просто дополнительной бесплатной нагрузкой для и без того загруженного Эйнштейна. Первый год на его лекции ходил, вы будете смеяться, один лишь Мишель Бессо, который в университете вообще не учился. Но позже к нему добавился и целый один единственный студент. Не очень впечатляющее, и, в общем-то, так оно и было. Но сам по себе факт работы приват-доцентом открывал перед нашим героем кое-какие двери. Навстречу ему пошел Альфред Кляйнер, профессор физики из университета Цюриха. Он был впечатлен статьями Эйнштейна и уговорил власти Цюриха основать в университете новую кафедру. Кафедру теоретической физики. Есть мнение, что это место было создано специально под Эйнштейна, но просто так отдать его молодому специалисту было нельзя. Нужна была хотя бы личная встреча. Кляйнер приехал в Берн, чтобы оценить, как Эйнштейн читает свои лекции в качестве приват-доцента. И он был очень впечатлен. Таких слабых педагогических навыков он не видел уже давно. Эйнштейн бессистемно прыгал с темы на тему, запинался, прерывал свои вычисления, задумавшись о чем-то своем. Было видно, что он не особо подготовился к лекции, и еще больше бросалось в глаза его раздражение выступать в роли экзаменуемого. Кляйнер сидел в углу, нахмурившись, а после объявил, что такой метод преподавания совершенно не соответствует профессорскому званию. Они чуть было не поругались прямо в стенах аудитории, но позже Кляйнер смягчил подход и уже в письме сообщил Эйнштейну, что с радостью поможет ему занять место в университете, если тот поработает над своими преподавательскими навыками. Наш горе-преподаватель унял свою обиженную гордость и подготовил уже полноценную, вылизанную до блеска лекцию, и со второй попытки убедил Кляйнера в своих способностях. Профессор направил рекомендательное письмо преподавательскому составу Цюрихского университета, где охарактеризовал Эйнштейна как ведущего физико-теоретика, чьи преподавательские способности готовы к тому, чтобы стать лучше. Однако возникло другое препятствие – еврейские корни Эйнштейна. Для некоторых преподавателей университета это было серьезным аргументом против, и никого не смущало то, что буквально через дорогу в политехникуме много лет преподавал математик Герман Минковский, также еврей. Но Кляйнер убедил совет университета, что господин Эйнштейн
полностью лишен тех черт, которые часто приписывают иудеям, а именно наглость, жадность и желание все обратить в свою коммерческую пользу. Совет внял доводам коллеги, и по итогу тайного голосования за кандидатуру Эйнштейна 9 голосов, воздержался 1. Преподавательский коллектив выступил с заявлением, от которого одновременно и смешно, и грустно. Но в конечном итоге здравый смысл восторжествовал. Хоть доктор Эйнштейн и относится к иудеям, которым часто и не без оснований приписывают такие неприятные качества, как назойливость, наглость и торгашеские наклонности. Следует отметить, что среди иудеев есть и другие люди, которые не обладают даже малой степени этими неприятными чертами. А посему будет неправильно отказывать кому-то, основываясь только на том, что он еврей. Исходя из этого, и комитет, и факультет в целом считают несовместимым со своим достоинством принять антисемитизм в качестве руководства к действию. Эйнштейна не хотели брать, потому что он относится к евреям, которым свойственны торгашеские наклонности. Да уж, но знаете, что смешно? Зарплата, которую они предложили Эйнштейну, оказалась маленькой, и он отказался. Ну, ладно, хоть это и звучит в некотором роде комично, но вообще-то это вполне обосновано. Университет предложил Эйнштейну в качестве жалования сильно меньше того, что он получал в патентном бюро. И, согласитесь, любой из нас на его месте отказался бы. Университет не стал жадничать, повысил предлагаемый оклад, и весной 1909-го, спустя 4 года после своего переворота в физике в год чудес, наш герой получил свою первую профессорскую должность. Звание адъюнкт профессора в университете Цюриха. Своим коллегам из Академии Олимпия он торжественно сообщил об этом событии следующими словами. «Теперь я тоже стал официальным членом гильдии научных проституток». Альберт и Милева вместе с сыном переехали в Цюрих. Они поселились в уютной квартире по соседству с Марселем Гроссманом, тем самым другом, который помогал Эйнштейну с конспектами и который в итоге его спас, подогнав место в патентном бюро. Марсель теперь был не просто школьный учитель, а профессор математики в их альма-матер, Цюрихском политехникуме. Он занял место недавно умершего Минковского, и теперь они вместе с Эйнштейном виделись почти каждый день после лекций. Ну а что касается этих самых лекций, то наш герой оправдал ожидания Кляйнера. Студенты были без ума от своего нового преподавателя, но не из-за его блестящих педагогических навыков, а скорее из-за неформального стиля его лекций. На занятия он приходил взлохмаченный и в потертой одежде, а вместо доклада приносил обрывки бумаги с какими-то каракулями. Он не зачитывал им учебники, а приносил с собой какую-то идею, которую они развивали вместе прямо во время лекции. Если кому-то из студентов было что-то непонятно, то он мог без колебаний прервать преподавателя вопросом, и Эйнштейн мог подойти и по-дружески ему все объяснить. Такой дружеский контакт был довольно редким явлением, и часто на перерывах вокруг Эйнштейна собирались ученики, и они живо разговаривали на самые разные научные темы. Довольно яркий контраст с тем же ненавистным Эйнштейну профессором Вебером, который не хотел даже упоминать тех теорий, которые еще не были доказаны. Эйнштейн был полной противоположностью и всегда был открыт для диалога со своими учениками. Иногда он предлагал студентам пойти с ним в кафе после лекций, и там они уже в неформальной обстановке могли беседовать по много часов. Доходило даже до того, что некоторые ученики могли приходить к нему домой, и там они читали новые выпуски Annalen der Physik и обсуждали инновации в естественных науках. Репутация Эйнштейна как преподавателя складывалась наилучшим образом. Это происходило на фоне постепенного распространения его известности и как ученого. Теория квантов и концепция относительности все шире расходились по научным кругам, и в том же году его пригласили прочитать доклад на ежегодной конференции по естественным наукам в Зальцбурге. Там он впервые лично встретился с Максом Планком и другими известными учеными, с которыми до сих пор был знаком лишь по переписке. И вот еще вчерашний патентный клерк читает доклад перед полным залом светил науки и рассказывает им о квантах света.
Это было первое публичное выступление, на котором он высказал идею о корпускулярно-волновом дуализме. И хоть это вызвало оживленную дискуссию, и, конечно, не все соглашались с его революционными нововведениями, важно понимать, что именно его работы стояли на повестке дня и горячо обсуждались передовыми учеными того времени. В общем, научная карьера нашего героя наконец-то пошла вверх. Но это было бы слишком просто, чтобы жизнь вот так взяла и наладилась. История любит злые шутки, и одновременно с этим карьерным взлетом в жизни Эйнштейна разгорелся семейный кризис. Отношения с Милевой понемногу портились, и на то было сразу несколько причин. Во-первых, большая занятость Альберта и полная концентрация на научных вопросах создавали впечатление, что его не очень-то волнует семья. Он все сильнее замыкался на работе и все больше отдалялся от жены и ребенка. Во-вторых, она видела, как растет его популярность в научной среде, и ей было обидно. Обидно из-за того, что надежды на ее научную карьеру рухнули, пока она вынашивала ребенка. И теперь ее муж зависает на конференциях с мировыми светилами физики, с которыми она всю жизнь мечтала познакомиться. Но вместо того, чтобы сопровождать его, она вынуждена сидеть дома с ребенком и стирать мужу портки. Некоторые биографы характеризуют это чувство как зависть, мол, Марич следовало бы радоваться за успехи мужа, а не завидовать. Но мне кажется, ее чувство тоже можно понять. Однако было и еще кое-что. Ревность. Рост известности мужа, разумеется, привлекал к нему внимание женщин. Молодых, красивых и здоровых. Милева, которая хромала всю жизнь, была угрюмой, склонной к депрессиям и не отличалась ослепительной красотой, ревновала своего мужа, и порой не без оснований. Когда он получил должность профессора в Цюрихе и об этом напечатали в местных газетах, ему прислала поздравление некая Анна Майершмидт. Он познакомился с ней давным-давно, когда гостил у родителей в Милане, и вероятно, я подчеркиваю, вероятно, между ними было что-то романтическое. На поздравление он ей ответил весьма любезным письмом, в котором неумело балансировал между дружелюбием и флиртом. И это письмо перехватила Милева. Дальше, я думаю, объяснять не надо. Ужасный домашний скандал, в результате которого Милева написала мужу этой самой Анны и все ему рассказала. В итоге нашему герою пришлось объясняться перед всеми на свете. Мол, вообще-то я ничего такого не имел в виду. Ситуацию замяли, но это, можно сказать, стало отправной точкой. Начиная с 1909 года отношения Альберта и Милевы начали стремительно портиться. Но я думаю, вы понимаете, что не стоит смотреть на эту ситуацию однобоко. Как говорил классик, виноваты обои. Милева с каждым днем была все более угрюмой и неприветливой. Ее эмоциональное состояние становилось все нестабильнее, а по некоторым свидетельствам и вовсе проявились признаки психических заболеваний. Страсть, которая так ярко вспыхнула между ними в первые годы их романа, прошла. Ее ревность проявлялась не только по отношению к женщинам, но и к друзьям-мужчинам, и даже к работе. Сцена за сценой, скандал за скандалом. Все это не могло не отдалить их друг от друга. И пытаясь как-то оградить себя от этих нападок, Альберт просто с головой погружался в работу, что вызывало еще больше ревности. И все это разрасталось, как снежный ком. Вряд ли кому-то будет комфортно в таких условиях. Но Эйнштейн не терял оптимизма и верил, что возвращение в Цюрих, место, где они встретились и полюбили друг друга, пробудит старые чувства и поможет наладить отношения. Первое время казалось, что все к этому и идет. Они вернулись к прежней богемной жизни, ходили на музыкальные вечера, общались со старыми друзьями, и вроде как тучи над их головами немного разошлись. Они даже решили, что пришло время завести второго ребенка. И в июле 1910 года Милева родила мальчика, которого они назвали Эдуард. С детьми, по крайней мере, пока они были маленькие, наш герой возился много и с удовольствием. Как-то раз к ним домой зашел один из студентов Эйнштейна и застал следующую картину. Отец сидит за столом и что-то записывает в блокнот правой рукой, а в левой держал плачущего малыша, пытаясь укачать его и успокоить. Тут же в комнате бесился старший сын, пытаясь привлечь к себе внимание,
Но Эйнштейн, находясь в эпицентре этого шумного хаоса, спокойненько продолжал что-то записывать и не проявлял даже намека на раздражение. Типичная семейная идиллия. Казалось бы, жизнь вернулась в нормальное русло, но наступившее семейное спокойствие продлилось недолго. Уже через полгода, в январе 1911 года, Эйнштейну предложили новое место с окладом вдвое больше – должность полного профессора в другом университете. Правда, была тут кое-какая проблема. Это был немецкий университет в Праге. Вообще, с назначением в Пражский университет тоже сложилась дурная история по поводу происхождения Эйнштейна. На это же место претендовал и другой физик, менее талантливый, но чистый немец. И, в общем-то, вопрос разрешило рекомендательное письмо от Макса Планка, который охарактеризовал вклад Эйнштейна в науку следующими словами. По своей дерзости это превосходит все, что было сделано до сих пор, и сопоставимо разве что с тем, что сделал Коперник. Переезд из дружелюбного, можно сказать, уже родного Цюриха в чужую незнакомую Прагу грозил семье Эйнштейна новым кризисом. Но профессиональные амбиции перевесили семейные, и Альберт согласился, ведь это был действительно большой шаг в карьерной лестнице. Милева была в ужасе от этого решения, и в письме своей подруге, уже знакомой нам Эллен Савич, делилась переживаниями. И я отправляюсь туда без всякого удовольствия, и от переезда не жду ничего приятного. И опасения Милевы во многом были оправданы. Прага была совсем другим городом с иной атмосферой. На тот момент она входила в состав Австро-Венгерской империи, и под управлением крайне консервативного императора Франца Иосифа многими характеризовалась как средневековая монархия. И это проявилось еще даже до того, как Эйнштейн переехал. Ведь для того, чтобы получить должность в Пражском университете, сначала ему нужно было получить австро-венгерское гражданство. И после этого предстать пред ясные очи императора и получить его личное согласие. Однако тут возникла проблема. И дело даже не в еврейском происхождении, а в самой вере. Все эти годы Эйнштейн в своих анкетах писал, что он неверующий, но для консервативного императора это было неприемлемо. Как может правитель, чья власть дарована ему самим Богом, принять на службу безбожника? Просто немыслимо. В итоге нашему герою пришлось поступиться со своими принципами и ради галочки написать в графе вероисповедание иудей. В общем, Эйнштейн получил австро-венгерское гражданство с возможностью сохранить и свое предыдущее, швейцарское. И вот в начале 1911 года он был официально назначен на должность профессора, а в марте переехал туда вместе со всей семьей. Поначалу дела шли неплохо. Они въехали в просторную квартиру с дорогой мебелью, впервые жили с электрическим освещением и даже смогли нанять себе домработницу. Они познакомились с местной немецкой общиной и стали ходить на музыкальные и литературные вечера. В университете у Эйнштейна был свой роскошный кабинет с прекрасным видом на парк. И как-то раз он заметил, что в этом парке прогуливаются странно одетые мужчины, в основном поодиночке. Причем прогуливаются они в строго определенное время суток. Как-то раз он спросил у коллеги, что это за парк, на что получил изумленный ответ. «Разве вы не знали, Геренштейн? Это парк психиатрической больницы, которая тут прямо по соседству». Эйнштейн еще раз взглянул на этих бедняк и задумчиво произнес. «Да уж, сумасшедшие – это на самом деле те, кто не думает о квантовой теории». В целом, весь этот непродолжительный пражский период жизни Эйнштейна можно так и охарактеризовать – по соседству с дурдомом. Но главное, из-за чего он сюда приехал, большой карьерный рост, начал приносить свои плоды буквально сразу же. Во-первых, еще до начала учебного года Эйнштейн съездил в Голландию и, наконец, лично познакомился с Хендриком Лоренцем, человеком, оказавшим огромное влияние на его работы. Лоренц, хоть и не принимал до конца специальную теорию относительности, все же очень радушно принял у себя дома молодого коллегу. Несколько дней они провели за горячими обсуждениями физических проблем, и это стало началом очень крепкой дружбы. Как позже скажет Альберт, «Я восхищаюсь этим человеком как никем другим. Лоренц стал мне кем-то вроде отца». Еще одним важным эпизодом в пражском периоде был Сальвеевский конгресс.
Он был организован как разовое предприятие с подачи промышленного магната Эрнста Сальвье. Будучи химиком, он сколотил состояние на изобретении способа получения соды и хотел найти применение своим деньгам как-нибудь по-особенному, по-научному. Он решил организовать за свой счет съезд лучших ученых Европы и пригласил мировые светила в Брюссель. Там, в конференц-зале Гранд-отеля «Метрополь» в октябре 1911 года собралось 20 самых именитых физиков, химиков и математиков. Среди сливок научного общества были Макс Планк, Хендрик Лоренц, Анри Пуанкаре, Эрнст Резерфорд и Мария Кюри. Но также в списке приглашенных был и Альберт Эйнштейн. Главной темой Конгресса была проблема квантов, и наш герой был в числе 9 особо компетентных ученых, которые не просто приехали, извините меня, потусоваться, а были удостоены чести прочитать доклад. С Планком Эйнштейн уже был хорошо знаком. С Лоренцем я буквально минуту назад тоже говорил. Но примечательно для нас его очное знакомство с Анри Пуанкаре. Французский гений мало обращал внимания на молодого физика, будто бы и не воспринимал его всерьез. Эйнштейн, в свою очередь, отозвался о нем весьма пренебрежительно. Позиция Пуанкаре состояла просто в отрицании всего в целом. И несмотря на всю остроту его ума, было ясно, что он не слишком разобрался в ситуации. Однако какого-то конфликта не случилось, и кажущееся презрение Пуанкаре оказалось лишь иллюзией. В целом, Эйнштейн дал низкую оценку всему Конгрессу, который он ласково назвал «шабаш ведьм». В своем письме Мишелю Бессу он говорил, что вместо того, чтобы разрешать противоречия ньютоновской механики и квантовой теории, великие ученые больше занимались тем, что оплакивали классическую физику, и ничего полезного из этого не вышло. На самом деле Эйнштейн ошибся на этот счет, и он еще даже не представлял, насколько. Однако в Брюсселе произошел еще один интересный эпизод – знакомство Альберта с Марией Кюри. На тот момент она уже была сложившимся ученым с мировым именем, успела получить Нобелевскую премию и потерять мужа Пьера, который трагически погиб в 1906 году, попав под конный экипаж. Мария осталась одна и незадолго до Конгресса попала в центр скандала из-за своей романтической связи с женатым мужчиной. На Сальвейевской конференции все были в курсе, и на мадам Кюри смотрели косо. Все, кроме Эйнштейна. Он счел весь этот скандал дурацким и считал, что нужно разделять научные заслуги ученого и обстоятельства его личной жизни. Так завязалась еще одна крепкая дружба. Альберт поддерживал Марию в самый тяжелый период газетного скандала, а она подбадривала его в семейных трудностях, которые вскоре поглотили Эйнштейна. Пока он ездил по Европе, выступал там и сям и пожинал плоды своей растущей славы, Милева оставалась в Праге, которую ненавидела всей душой. У нее были на то причины. Прага начала 20 века – это очень грязный город с ужасной экологией, тяжелым воздухом, наполненным сажей и отвратительной питьевой водой. Но еще острее в городе ощущались социальные проблемы, а именно сильнейшее расслоение общества, когда показательная роскошь аристократов соседствовала с зашкаливающей бедностью простолюдинов. И все это перемешивалось с враждебностью и снобизмом. Милева не завела в Праге новых знакомств и просто все время оставалась дома с детьми. А в те редкие моменты, когда муж появлялся дома, он был занят лишь своими научными вопросами и написанием новых статей. Прежний семейный кризис, который слегка поутих в Цюрихе, здесь, в Праге, разгорелся с новой силой. Раздражительность и ревность Милевы вернулась, но теперь чувствовалась на порядок острее, и при малейшей искорке происходил эмоциональный взрыв. Они еще сильнее отдалились друг от друга, и Альберт просто искал возможности не возвращаться домой. Пытаясь в очередной раз отдохнуть от домашних скандалов, Альберт решил провести весенние каникулы 1912 года вместе с матерью, которая с момента смерти своего мужа жила у родственников в Берлине. Там, в кругу большой семьи Эйнштейнов и Кохов, произошел один из решающих поворотов в жизни Альберта. Он встретился со своей кузиной Эльзой Эйнштейн. Она была старше Альберта на 3 года и приходилась ему двоюродной сестрой и по материнской, и по отцовской линии.
Они были знакомы с раннего детства и много общались, пока Эйнштейны еще жили в Мюнхене. С тех пор Эльза успела выйти замуж, родить 2 дочерей и развестись. После этого она вернулась с детьми в дом родителей в Берлине. И вот они с Альбертом снова встретились. В личной беседе он поделился с ней своими семейными проблемами. Тем, что жена все время недовольна, тем, что ревнует его абсолютно ко всем, и тем, что он уже давно не чувствовал поддержку и заботу. Эльза внимательно слушала, утешала его, и между ними вспыхнули очень теплые семейные чувства. Альберт не искал каких-то романтических приключений, не жаждал флирта или интима. Он искал этой самой поддержки и заботы, и Эльза дала ему это. Но, судя по всему, у нее были другие планы на Альберта. И когда он вернулся домой в Прагу, первая написала ему письмо на рабочий адрес, где выражала свою любовь и ласку. Он ответил взаимностью, и между ними завязалась активная переписка, полная нежности. Но вскоре Эйнштейн понял, что все это идет куда-то не туда, и спешно прервал переписку. Он понял, что его брак, который уже трещит по швам, вот-вот развалится окончательно, и срочно нужно что-то предпринять. Он понял, что жизнь в Праге была невыносима для всех. Для него, для жены, для детей, особенно для малыша Эдуарда, который из-за плохого воздуха и воды постоянно болел. В итоге, не проработав в Праге и 2 лет, он решил вернуть семью в единственное место, где ему казалось, они смогут быть снова счастливы – в Цюрих. Там он планировал попытаться устроиться в свою альма-матер, Цюрихский политехникум, который совсем недавно получил статус полноценного университета. К тому же, буквально в то же время умер давний враг Альберта, профессор физики Генрих Вебер, с которым, если вы не забыли, у нашего героя было огромное множество конфликтов еще в студенческие годы. Удивительно, но для трудоустройства в свой родной политехникум Эйнштейну понадобились рекомендательные письма. И я бы не стал вам рассказывать очередную историю о том, как Эйнштейн устроился на работу, если бы не эти 2 письма. Первое написала Мария Кюри, где сообщила, что имела честь познакомиться с господином Эйнштейном на конференции в Брюсселе и смогла восхититься его интеллектом и глубиной знаний. Но еще интереснее второе рекомендательное письмо, которое написал внезапно Анри Пуанкаре, человек, который едва не обошел Эйнштейна в создании теории относительности, и который якобы ненавидел нашего героя. Альберт Эйнштейн обладает одним из самых оригинальных умов из всех, что я когда-либо встречал. Больше всего меня восхищает легкость, с которой он берет на вооружение новые концепции. Он не держится за классические принципы, а если перед ним возникает физическая проблема, быстро рисует в воображении все варианты ее решения. Это письмо свидетельствует о том, что Пуанкаре не был врагом Эйнштейна и уважал его ум, хоть и не во всем с ним соглашался. И об этом, кстати, тоже есть парочка строк. Поскольку он ведет поиски во всех направлениях, следует ожидать, что большинство путей, на которые он вступает, ведут в тупик. Видимо, речь идет о специальной теории относительности и отмене эфира, которую Пуанкаре не принимал до самой смерти, которая наступила всего через несколько месяцев. В общем, в июле 2012 года Эйнштейн вместе со всей семьей вернулся в Цюрих и устроился в родной политехникум. Однако желаемого спасительного эффекта для семейных отношений не случилось. Депрессия Милевы продолжала усугубляться, а вместе с этим начало портиться и ее здоровье. У нее появился тяжелый кашель, развился ревматизм, а врожденная травма бедра, из-за которой она всю жизнь хромала, стала чувствоваться все острее. Она перестала выходить из дома, а в те редкие моменты, когда это все же случалось, была угрюма и ни с кем не говорила. Знакомые Эйнштейна в своих воспоминаниях характеризовали ее как шизофреничку, но к таким описаниям всерьез относиться не стоит. Шизофрению должен диагностировать специалист, а не друзья по музыкальному клубу. Тем не менее, нам известно несколько случаев нервных срывов Милевы. И ровно в тот момент, когда начало казаться, что брак уже точно не спасти, Альберту после почти годового молчания вновь написала Эльза.
Она решила прислать поздравления по случаю его 34-го дня рождения. И так, невзначай, попросила Эйнштейна посоветовать ей хорошую книгу по теории относительности, которую она могла бы прочитать и все понять. Эльза хорошо понимала, с какой стороны нужно заходить. Альберт ответил: Такой книги, которая была бы понятна непрофессионалу, пока что просто не существует. Если ты будешь в Цюрихе, то мы сможем прогуляться, и я тебе все объясню. Только без моей жены. Она, к сожалению, стала очень уж ревнива. И переписка опять закипела, но уже с новой силой. Они писали друг другу о бытовых вещах, о еде, о погоде, о работе, в конце концов. Она спрашивала, хорошо ли Альберт покушал, не переутомляется ли он на работе, успевает ли следить за собой. Но главное, на этот раз Эльза старалась больше контролировать ситуацию. Он жаловался и на жену, а она дразнила его. «Что ж ты такой подкаблучник, мой дорогой Альбертель? Неужели ты не хочешь наладить свою жизнь и быть счастливым?» Но Альбертель дал четко понять, что не собирается отказываться от жены, не хочет причинять ей боль и, что самое главное, не готов разводиться и расставаться с детьми, которых он любит всем сердцем. Он понимал, что влюбляется в Эльзу уже не как в кузину, но как в женщину, но все равно предпринимал все возможное для сохранения своего брака. Одним из таких предприятий была попытка немножечко смягчить печаль Милевы о рухнувшей научной карьере. Он организовал отпуск всей семье в швейцарских Альпах, а заодно пригласил туда и Марию Кюри с 2 ее дочерьми. Он понимал, что жена в некотором роде завидует ему из-за того, что он общается на конференциях с великими умами, а она, всю жизнь об этом мечтавшая, вынуждена сидеть дома. Все вместе они обсуждали науку и новые идеи из мира физики. Эйнштейн делился своими планами касательно будущего теории относительности. И вроде как все было хорошо. Но стоило отпуску закончиться, и все вернулось на круги своя. Поступки Милевы с каждым днем становились все более импульсивными и не поддающимися разумному объяснению. В один момент она взяла детей, отвела их в церковь и крестила в православие, а потом даже не смогла толком объяснить мужу, зачем. В общем, семья продолжала рассыпаться, и Эйнштейн вновь ушел с головой в работу. А теперь давайте вспомним Сальвиевский конгресс. Помните, я говорил, что Эйнштейну он показался бесполезным? Это представление нашего героя было в корне неверным, ведь Макс Планк и несколько его коллег под впечатлением от доклада Эйнштейна на Конгрессе решили, что, вообще, было бы неплохо заманить его в Берлин, в Прусскую академию наук. Они склонили немецких академиков к тому, что им нужен такой талантливый физик-теоретик, и что самые гениальные его работы только впереди. Этот человек, рожденный в Германии, должен прославлять именно Германию, а не таскаться по чужбинам. Поэтому нужно предложить ему хорошее место в самом сердце немецкой науки. Но они были в курсе его метаний из Цюриха в Прагу и обратно, и понимали, что предложение, которое они сделают Эйнштейну, должно быть заманчивым. В общем, 11 июля уже 1913 года Планк со своей семьей в сопровождении коллеги из Академии профессора Вальтера Нернста прибыл в Цюрих. В стенах кабинета Эйнштейна в политехникуме они выдвинули ему предложение из 3 пунктов. Он становится членом Прусской академии наук с хорошей стипендией, он станет директором нового физического института и станет профессором Берлинского университета. Каждое из этих назначений само по себе было большим шагом в научной карьере, а тут сразу 3 назначения. Это сулило большие, очень большие деньги при не самой большой нагрузке, что позволило бы Эйнштейну работать над собственными идеями. Но тут действительно было над чем подумать. Во-первых, было ясно, что это предложение не признание былых заслуг, а ставка на его будущие работы, в успехе которых Эйнштейн был не уверен. Во-вторых, здесь, в Цюрихе, у него было надежное место и общество, которое его принимало. А в Германии, в стране, гражданином которой он быть отказался, его бы снова ждал этот прусский дух, пропитанный милитаризмом и антисемитизмом. И в-третьих, еще один переезд его брак уже едва ли выдержит. Однако был и еще один дополнительный аргумент в пользу переезда. Помимо большого карьерного прорыва и огромной зарплаты, Эйнштейн сможет находиться рядом с Эльзой.
Он попросил на раздумье несколько часов и предложил Планку вместе с семьей прокатиться на фуникулере к местной горной вершине. Эйнштейн встретит их на обратном пути у подножья и подаст особый знак. Если он будет держать в руке красную розу, значит, он принимает предложение. Если белую, то отказывается. И вот спустя несколько часов он крепко пожимал руку Макса Планка правой рукой, а в левой держал розу красного цвета. Он согласился. Не совсем ясно, к чему была эта театральщина. Видимо, Эйнштейну захотелось добавить остроты и драматизма. Куда более важный вопрос, какой из доводов убедил его согласиться. Новый виток его карьеры, большие деньги, возможность свободно заниматься своими научными поисками или все-таки Эльза. В своем письме, адресованном ей, он, конечно же, сказал, что первая причина – это ты. Но у исследователей жизни Эйнштейна нет уверенности в его искренности по этому поводу. Все-таки предложение по работе было действительно очень заманчивым. Так или иначе, он принял предложение, и Милева этому, конечно же, не обрадовалась. Очередной переезд уже который раз подряд для ее расшатанных нервов был настоящей трагедией. Но что еще хуже, впереди была перспектива оказаться рядом со своей свекровью, которая всегда открыто ее ненавидела и называла сербской ведьмой. К тому же в Берлине, хуже чем к евреям, относились только к славянам, и все это сулило ей еще большую изоляцию, чем когда они жили в Праге. Ну и нет ничего удивительного в том, что уже через 3 месяца после переезда, в июле 1914 года, их брак окончательно развалился. Посредником в разрешении семейного конфликта стал новый друг семьи Фриц Габер. Он был химиком, возглавлявшим институт, где теперь преподавал Эйнштейн, и был одним из инициаторов его приглашения в Берлин. Габер и его жена к тому моменту были единственными друзьями Милевы в Берлине. И когда в июле стало понятно, что брак Эйнштейнов уже не спасти, Милева взяла 2 мальчиков и переехала в дом Габеров. Поначалу Альберт и Милева пытались разрешить все без официального развода, с чисто формальным сожительством. Был даже заключен очень странный письменный договор, по сути ультиматум Эйнштейна с целым списком требований, которые он выдвигал Марич. Документ действительно выглядит очень странно. Складывается впечатление, что он специально составлен так, чтобы Милева отказалась. Среди требований были такие пункты, как «Ты откажешься от того, чтобы я сидел дома с тобой. Перестанешь разговаривать со мной по первому требованию. Если я попрошу, ты немедленно выйдешь из моего кабинета» и так далее. Со своей стороны Эйнштейн пообещал корректное поведение, как было бы по отношению к любой посторонней женщине. И поначалу Милева согласилась с этим ультиматумом, но уже через неделю стало ясно, что по таким странным правилам жить они не смогут. И опять же, при посредничестве Фрица Габера составили уже более адекватное соглашение об имуществе и порядке общения с детьми. Эйнштейн взял на себя обязательство платить Марич и детям 5600 марок в год. Это было приблизительно столько же, сколько он зарабатывал, будучи патентным клерком, но сейчас это составляло чуть меньше половины его доходов. Милева переедет с детьми обратно в Цюрих, а видеться с отцом они смогут только на нейтральной территории. В итоге в среду, 29 июля 1914 года, Милева Марич с 2 детьми в сопровождении Мишеля Бессо сели на поезд из Берлина в Цюрих, и на этом семейная жизнь была окончена. Эйнштейн очень тяжело перенес расставание с детьми. Он боялся, что мать будет настраивать их против него, и, кажется, он не ошибся. Судя по воспоминаниям Габера, в день их отъезда из Берлина Эйнштейн прорыдал как ребенок до самой ночи. И можно, конечно, начать рассуждать, мол, сам виноват и все такое, но легко судить со стороны, не правда ли? Лично я считаю, что не имею никакого права выносить какие-то свои суждения на этот счет. Это жизнь, и отношения могут складываться по-разному. Бывает так, что семьи распадаются, и нам не стоит надевать белое пальто и рассуждать о том, кто молодец, а кто подлец. Так или иначе, с июля 1914 года между Альбертом и Милевой началась долгая война за детей и за имущество. И словно вся Европа подхватила эту волну и погрузилась в пучину одной из самых страшных войн
в истории человечества. Одновременно с этими процессами в жизни Альберта Эйнштейна началась Первая мировая война. Дальнейшая жизнь нашего героя представляет собой еще более запутанный клубок из личных отношений, научных побед и потрясений, которые принес современникам жестокий 20 век. Впереди нас ждут его главные научные работы, касающиеся обобщения теории относительности, трудные времена в Германии под властью нацистов и непрекращающаяся борьба с многочисленными врагами и оппонентами. История Альберта Эйнштейна на этом не заканчивается, а заходит на новый виток в спирали жизни и раскручивается еще больше. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Да, я впервые решил разделить свой рассказ на несколько частей. Ведь, как мне кажется, это та самая история, которую невозможно рассказать коротко. Если я буду забрасывать вас фактами и не углубляться в контекст событий, то вся та злая молва, которая до сих пор ходит об Эйнштейне, может показаться вполне убедительной. Но, как видите, правда оказалась сложнее. Подробное изучение жизни такого героя показывает нам, что он точно такой же человек, как и мы с вами, и что ему тоже не чужды человеческие слабости. Надеюсь, это видно, и очередные несколько месяцев моей кропотливой работы не прошли даром. Если так, то поддержите ролик своим пальцем вверх, напишите поддерживающий комментарий, ведь именно в этот раз это особенно важно. Давайте не дадим хейтерам Эйнштейна, которых существует великое множество, заполонить комментарии под этим роликом. И еще очень важно, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Каждый раз, когда вы скидываете кому-то ссылку на мой ролик, это помогает в продвижении таких больших историй. Если вам нравится, что и как я делаю, то поддержите мою работу на Boosty на постоянной основе или на Donation Alerts разово. Тем самым вы помогаете проводить мне месяцы за изучением биографий ученых и подготовкой визуальной составляющей моих роликов. Большая часть бюджета новых историй складывается именно за счет вашей поддержки. И то, что я в этот раз решил сделать двухсерийный выпуск, для меня очень большой риск. Поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку. Сердечно благодарю тех ребят, которые уже меня поддерживают. Заодно хочу выразить благодарность гостям этого выпуска – Вячеславу, Макару и Ольге. У них есть свои каналы, и я рекомендую вам на них подписаться. Сам с удовольствием смотрю новые видео от ребят. Отдельная благодарность Александру Карасеву, который помог мне разобраться во всех этих физических тонкостях и сложить в голове правильную картину научной работы Эйнштейна. Ну, а на сегодня все. Не забывайте, что хоть время относительно, часики все же тикают. Пока.